we'll have three examples from three countries, and I would like to invite my colleague from Moldova to present to us their experience with prevention and how they manage to do that in Moldova. Thank you very much. Доброе утро, уважаемые коллеги. Начну свою презентацию вообще, почему возникла такая необходимость о внедрении, о разработке сводного руководства, то, что касается скрининга и превентивного лечения туберкулеза в Молдове. Как уже вчера говорили, буквально в феврале этого года у нас в Молдове была утверждена правительством Республики Молдова национальная программа противодействия туберкулеза на 2022-2025 годы. Я здесь поставила только буквально две задачи, которые касаются темы, о которой мы сейчас говорим. Это превентивное лечение и скрининг туберкулеза. Задачи довольно амбициозные. Если мы остановимся на каждой из этих задач, то под каждой из этих задач огромное количество различных мероприятий, которые впервые появились, а некоторые мы продолжаем то, что мы начинали работать уже в течение многих лет, а некоторые это впервые появились в национальной программе. Это как использование тот же КАД, искусственного интеллекта при использовании мобильных рентгенологических установок, использование портативных рентгенологических установок, вовлечение неправительственных организаций в мероприятия скрининга, хотя они у нас работают с 2017 года, привлечены к этим мероприятиям, но это сейчас все прописано в рамках национальной программы противодействия туберкулеза. То же самое касается о превентивном лечении. Да, в мае 2020 года мы пересмотрели наши клинические протоколы. В наших клинических протоколах прописаны все, включая короткие схемы лечения, превентивного лечения. У нас не было всего одной схемы, это то, что касается изониазида и рифампетина месячного курса, но в принципе он уже будет доступен, начиная со следующего года. То есть необходимость о том, чтобы пересмотреть вообще скрининг, отношение, подход к скринингу и превентивному лечению, она уже назревала давно, и это был момент после того, как мы утвердили нашу национальную программу, да, нам нужно одно сводное руководство. С чего мы начинали? Это не просто то, что мы прописали в национальной программе, наверное, все сталкиваются с этой проблемой определения группы риска. Кто все-таки входит в эту группу риска? Как мы ее, эту группу риска, обследуем? Всегда существует различное количество мнений, сколько специалистов, столько мнений. Мы сталкивались с этой проблемой, когда в 2014 году приказом Министерства здравоохранения, не учитывая мнения специалистов, уменьшили группу риска до 5 категорий. Вы представляете, насколько это была маленькая группа. После этого в 2017 мы ее пересмотрели, мы ее расширили, но тут появляется, кроме группы риска, группа повышенной бдительности. То есть этот вопрос, когда мы говорим о группах риска, он всегда является актуальным. У каждого свое мнение. Один считает так, другой считает так, каждый прав по-своему, и у каждого есть своя правда. Поэтому назрела такая необходимость, и мы обратились к ЕРБ ВОЗ, мы попросили технической поддержки, потому что мы понимали, что если в очередной раз мы будем делать сами, то у нас снова будет огромное количество мнений, и не придем к одному единому результату. Мы очень благодарны, что нас поддержали. Андрей Даду первый очень быстро отреагировал на наши запросы. Была создана рабочая группа, в первую очередь эксперты ВОЗ, которым мы безмерно благодарны. Это Михаил Волик, Александра Соловьева, потому что в очень быстрый период времени нам удалось разработать это сводное руководство. Очень важно то, что мы создали рабочую группу, которая включала практически всех представителей. Это были и кафедральные работники нашего Государственного университета медицины и фармации, это были неправительственные организации, это была первичная медико-санитарная помощь, это районные фтизиатры, это национальная программа ХИВ, это были педиатры, мы если говорим о превентивном лечении у детей. То есть группа была очень разнообразная, но это нам помогло учесть все мнения, которые существовали.
Использование этого тула нам в первую очередь дало возможность приоритизировать группы риска, посмотреть в реальности, что происходит в Молдове, а не то, как нам кажется или по нашему субъективному мнению. У нас было 5 встреч, скажем, таких официальных, больших, неофициальных их было еще большее количество с нашими экспертами. И в конце концов у нас уже была презентация на рабочей технической группе при Национальном координационном совете. Это очень важно, потому что здесь кроме всех других есть и Национальная компания страховой медицины, есть Министерство здравоохранения, есть пенитенциарные учреждения, то есть каждый мог высказать еще какое-то свое мнение, если оно отличалось от мнения рабочей группы. Практически мы прошлись по всем вопросам, определили и группу риска, определили и алгоритмы скрининга, которые будут использоваться в Молдове, и группы, которым назначается профилактическое лечение. Все это в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Появились у нас и новинки, на которые мы очень хотели обратить внимание. Это был вопрос именно тех, которые работают в территории, а как же мы будем проводить мониторинг, например, превентивного лечения туберкулеза. Поэтому в нашем в сводном руководстве появился и такой отдельный раздел именно по мониторингу, и нам это очень нравится, мы очень благодарны Александре за то, что ей удалось разработать вот такую алгоритм мониторинга ведения противотуберкулезного лечения. На каком этапе мы сейчас находимся? Почему я еще хотела сказать, что это очень важно в контексте того, что мы внедряем в Молдове. Например, у нас сейчас широко используются мобильные рентгенологические установки. Буквально уже второй месяц у нас работают КАДы, они оснащены искусственным интеллектом. То есть это позволяет нам расширить группу людей, которых можно обследовать таким методом. Мы надеемся, что в ближайшее время мы будем использовать портативные рентгенологические установки, которые уже закуплены, которые уже в стране, и у нас осталось некоторые вопросы решить именно на уровне законодательства, кто может использовать, когда может использовать, и необходима, наверное, разработка стандартных операционных процедур. То, что мы привлекаем неправительственные организации именно в тех группах, ключевых группах населения, труднодоступных, это еще один пункт в форте, который тоже можно использовать. То есть, когда мы говорим о сводном, его нужно адаптировать для каждой страны, и нужно учитывать все-таки специфику и возможности, которые есть на сегодняшний день. Невозможно использовать то, что было разработано когда 10-15 лет назад, нужно все равно адаптировать к нашим сегодняшним условиям. Буквально мы находимся на последнем этапе, это будет утверждение на уровне Министерства здравоохранения, и тут сразу возникает вопрос, над которым мы сейчас работаем, учитывая, что мы буквально сейчас мы не то что разрабатываем новую базу данных по мониторингу и оценке туберкулеза, мы просто усовершенствуем нашу, и мы хотим добавить обязательно 2 модуля. Один модуль по скринингу и один модуль по превентивному лечению, потому что используя только отчеты на бумажном форме, то, что было до сих пор, никогда невозможно будет отследить вот этот каскад, и мы никогда не поймем, насколько эффективны наши мероприятия. То есть, если мы говорим о скрининге превентивном лечении, то это все нужно брать в одном, не только руководство, как организуем, кто будет делать, как мы это будем отслеживать. И одно, что у нас тоже запланировано, скажем, переобучение или обучение заново всей первичной медико-санитарной помощи, уже в первую очередь для врачей-фтизиопульмонологов, в вторую очередь это врачей первичной медико-санитарной помощи. Я постаралась быть краткой. Спасибо большое за внимание. Thank you very much. And let's move to the presentation from Romania next. And then if there are any questions, we'll take them after the 3 country presentations. Thank you. Good morning, everybody. I will be presenting prevention and screening in Romania and computer-aided detection for TB. Next slide, please.
in Romania, we have just developed our okay. We have just developed our national TB strategy for 2022 and 2030. It has been approved through a government decision in September this year. The national TB strategy was developed with technical assistance from WHO under the Global Fund Transition Grant, addressing health system related challenges in TB care in Romania. This strategy was approved, as I said, on September 9 and has three main directions, which are in accordance with the WHO directions: improve TB prevention, early detection and treatment in Romania, supportive environment for TB prevention, care and treatment, and ensure the availability of reliable and timely information for planning, monitoring, and evaluation, and provide evidence to support informed decision-making. Under strategic direction number 1, improve TB prevention, early detection and treatment, the first intervention is related to improving early diagnosis of TB. And for this, we have put an objective to enhance and maintain access to WHO recommended diagnostic methods, especially to rapid diagnostic methods and DST. This is very important, and this makes the diagnosis to be done more rapidly and more accurately. And under this, access to universal quality assured diagnosis is essential for intensified early detection of TB, reduced transmission, and averting TB deaths. Also, we have another objective, 112, which says that we are going to improve the early detection of tuberculosis through active case finding, contact identification, and follow-up activities with focus especially on vulnerable groups. Under this objective, we have some activities that are related to screening for TB. Activity number 6 is about designing systematic screening programs for TB, HIV, hepatitis C and B in prisons and other high-risk congregated settings, such as social housing, institutional shelters, and for other vulnerable groups of the population. For this, we have an indicator, a target indicator to screen a minimum of 30,000 people for TB and MDR-TB. And this has already started under the funding of the Global Fund. We have developed a program to ensure detection of TB and MDR-TB among refugees from Ukraine and the local host population. And we are going to screen 30,000 people, we are hoping in 3 months, a very high target, and we are hoping that we can manage this. Also, under activity number 7, improve access to community screening and diagnostic services for people living in remote areas through mobile TB units. Under this activity, we have a target of people screened in communities in isolated areas, 35,000 beneficiaries from rural areas. And we have started doing this, and is still ongoing with funding from EU funds from POCU 49. This is also only for people from rural areas. It does not cover urban areas. The other one, funded from the Global Fund, covers also urban areas, but it only covers the districts which are near the border with Ukraine and the districts with high TB incidence. Under activity number 8, increase the integration of tuberculosis screening, diagnosis and care at the level of each healthcare provider.
Here we will measure the percentage of cases diagnosed in hospital versus people diagnosed in outpatient settings. This will be funded by the Ministry of Health, and we have started piloting diagnosis and treatment exclusively in the TB dispensaries for sensitive TB, BK negative and BK positive. And already in 15 districts in Romania, people are treated exclusively in the dispensaries, and they are taken, they never reach the hospital. And we are very happy that we have started this because we think this will bring the services nearer the people, the places where they live, and also will protect them from coming into contact with other TB patients and MDR patients, and decrease the rate of MDR, we are hoping. Also, under Activity 9, TB screening of medical professionals within the framework of the protocol for checking their health status. This we will look at the number of people diagnosed through active screening, and this will be funded by the Ministry of Health. We know that the TB professionals are also exposed to TB, and through their yearly health checks and also through active case finding, we are going to see if they got the disease and get the treatment. As I said, under the Global Fund, with the emergency funding, we are ensuring uninterrupted TB treatment and case detection among the Ukrainian refugees and the host population in Romania. The aim is to facilitate early detection and treatment of TB and MDR TB in the population from 10 districts in Romania, near the Ukraine border and the most affected by the refugee crisis. There are two objectives: to ensure the case detection using GeneXpert testing for 30,000 persons, and to treat all TB and MDR TB cases diagnosed in the countries, either refugees or national citizens, using the appropriate drug regimens. And we are going to ensure medication for the treatment of an estimated number of 740 MDR TB patients during a 2-year period. This screening will be launched this week, probably on Friday, by the Ministry of Health. So, about the augmented radiology computer-aided detection for TB screening, starting from 2016, Romania developed screening activities using algorithms according to the WHO recommendation. The eDetect project carried out between 2016 to 2019, using systematic screening as an epidemiological method for TB detection, with the use of a mobile unit CAT4TB, computer-aided eDetect. The project teams travel to disadvantaged human communities without access to medical services, using services provided by the radiological equipment, the CAD, and bacteriological BK laboratory and molecular methods GeneXpert. Starting with 2018, another 3 mobile units were financed under Project POCU 49, and they use the same type of investigation, X-Vision, radiology equipment, and BK GeneXpert bacteriology. Unlike eDetect, other trailers used the X-Vision technology. This technology was developed in Romania, in Timișoara, and is currently the subject of a research study carried out in the Marius Nasta TB Institute in collaboration with WHO. The POCU 49 project aimed to detect TB cases among vulnerable population using systematic screening by radiological examination and using the X-Vision technique, which is the software for the diagnostic and integration of information
from X-ray. 70,000 subjects were examined, and those with radiological changes underwent bacteriological examination of sputum using GeneXpert Ultra-RIF and XDR molecular methods. The curve analysis showed that the software was having a high specificity and a sensitivity of 95%. And this X-Vision software has demonstrated a superior specificity compared to CAT-Delft model, which is also very expensive. I will not go into the details what is about, it's about artificial intelligence, machine learning, and deep learning. The X-Vision platform of interpretation of chest X-ray and CT scan is saving diagnostic time and increasing accuracy, and detects nodules, also bone suppression, suspicious COVID-19 suspicion score. 17 pathologies are being detected. And the literature says that the performance of the X-Vision is very good. 9 out of 10 radiologists felt their accuracy was improved and were more positive towards artificial intelligence. The conclusions are that assisting radiologists, it assists doctors and radiologists in managing their workflow by saving time and offering valuable information. The patients at the clinic are offered results faster as well as with a higher precision. And regarding management, processing more patients becomes possible without having to scale up the number of doctors, which are a scarce resource. There is no gender bias, excludes patients younger than 16. It has a high geographical variance, and the X-ray device is robust. And these are some of the X-rays done with our X-ray and the X-Vision interpretation. Thank you very much. Thank you very much. And let's move to the final country presentation from our colleagues from Turkey. Thank you. Thank you, dear President. I would like to thank you and say to welcome again. About the screening among refugees in Turkey, I would like to mention about based on TB registered cases and incidents 2010 to 2021. The incidence rates have decreased over the years, but 2020 and 2021 show us the pandemic effect with unexpected decreases. For RR and MDR-TB cases, there is a decreased tendency since 2014. Foreign-born cases have increased since 2013. In 2020 and 2021, 16% of all the TB patients is foreign-born cases. Approximately 30% of those cases are Syrians. Then the cases are from Afghanistan, Somali, Pakistan, and Turkmenistan. From the point of view of contacts and preventive treatment, there were a slight increase for both numbers until the COVID pandemic, and you can see more clearly TPT, pre-pandemic and pandemic periods.
there is an unexpected decreases of these numbers. In terms of the migrants in Turkey, the migrants could be divided in two groups according to their legal status. One of them, those under temporary protection are Syrians, and those other forced migrants, like international protection and irregular migrants. For group one, they have access to all health services like Turkish students in the cities they have registered. For the second group, under international protection, people have access to all health services for 1 year through payment of premiums by the state. And the irregular migrants have access to primary care and all emergency health services, of course. And you can see in the table emergency health services, primary care health services, and secondary and tertiary health service, all of them free of charge for all students, and as well as the migrants. From 2011 to present, Turkey has two periods related to the migrants. The first period was the period when the Syrians first arrived into our country. And in this period, emergency health services and screenings for general health status in the borders and the camps were provided by General Directorate of Emergency Health Services of Ministry of Health with collaboration of Disaster and Emergency Management Authority. The second period was a time that it was understood the migrants will be in the country for a long time. In the Ministry of Health, General Directorate of Public Health was established, and a new department called Migration Health Department. And also in the Ministry of Interior, a new general directorate called Presidency of Migration Management was established too. Primary, secondary, and tertiary health services are provided in the camps and mostly in the residential areas, cities, which they were settled. In Turkey, the health sector has many projects for Syrians and the other migrants as well as the other sectors. In Ministry of Health, last project has started in the last year. Most important project of the Ministry of Health is Sıhhat project. You can see this photo. It started at 2016 and still continues. Improving the health status of the Syrian population under temporary protection and related services provided by Turkish authorities project was prepared by the Ministry of Health and qualified for European Union funding. Migrant health centers are primary care centers for Syrians in 31 provinces. There are 185 centers. Those provinces are densely populated by Syrians. A migrant health center provides primary health services like immunization, obstetric, follow-up of women aged 15 to 49 years old, cancer screenings,
health trainings, and the other services. And the center staff consists of physicians, nurse, psychologists, and social worker, and of course translators. Ambulatory care services for the foreign nationals are the polyclinics of primary health care. Since 2016, there are these kind of polyclinics. They provide immunization, protection of communicable diseases, and reproductive health services. And they are in the community health centers. They work in the community health centers. In terms of immunization, procurement of all vaccines of childhood, including BCG, was made by the Ministry of Health until 2017. Since 2017, the vaccines are supplied by the SIHAT project that I mentioned before, that's supported by European Union. All migrant children are vaccinated according to Ministry of Health of Turkey vaccination schedule. Tuberculosis screenings had been made in the camps, refugee camps. In 2013, TB screenings had been made in 2 camps with 16,500 population and 10,700 migrants had screened, and 2 TB cases were identified. After this study, we don't do systematic screening in the camps. Not only the incidence of TB in the camps was lower than in the general population, but also the population of the camps has decreased over the years. Since 2016, the population has decreased. About tuberculosis screening, we plan the systematic screenings for irregular migrants. Screening in the repatriation centers will be applied in 2023. And for the summary, TB services are totally free of charge for Turkish citizens as well as for the migrants. Only they don't get cash assistance, which Turkish citizens had been assist. As a result, we need to prioritize and scale up the services of contact investigation and TPT and the screening for the migrants as well as the general population in Turkey. Thank you very much. Thank you, Dr. Mine. So thank you very much. These were really fascinating presentations, but unfortunately, we are out of time, and officially we're into our coffee break right now. So with your permission, if we can have the next 2 presentations after the coffee break, and if we can shorten our coffee break to about 10 minutes to be able to catch up. And in the meantime, if you have any questions to the presenters from this morning session, please feel free to approach them during the coffee break and ask your questions or make your comments. Thank you very much, and apologies for the bad timekeeping this morning. Hopefully we'll be able to catch up in the afternoon. Thank you.
Мы в первой части поговорим сначала про профилактику, про доступность тестирования и продуктов для режимов лечения по профилактике туберкулеза. Далее мы остановимся небольшую, сделаем остановку на скрининге и доступности продуктов для скрининга через платформу GDF. Поскольку у нас у GDF, Stop TB Partnership GDF, есть 3 презентации во время этого мероприятия прекрасного. Про GDF многие из вас знают, но тем не менее завтра у нас есть большая презентация по лечению, и мы дадим короткую информацию про GDF завтра для тех, кто не очень хорошо с нами знаком. Сегодня я сконцентрируюсь исключительно на теме нашей презентации. Большое спасибо. И мы начнем с того, что еще раз посмотрим на эти цифры, потому что каждая страна, которая смотрит на эти цифры, прикладывает их к себе и видит то, что 95% от расчетного числа больных должно быть выявлено. Каждая страна ставит определенную цифру, абсолютное значение как цель перед собой. И, конечно же, глобальный план, о котором рассказывал вчера Андрей Машняга, призывает к более рациональному использованию финансовых средств, которые есть в странах, и к выявлению случаев с фокусом на основные уязвимые группы населения. Всемирная организация здравоохранения регулярно обновляет свои руководства, и GDF как партнер, естественно, предоставляет продукцию, которая рекомендована в руководствах ВОЗ по лечению, по профилактике странам. Как вы слышали вчера, программное управление профилактикой туберкулеза является одним из приоритетных направлений. Внедрение коротких режимов по профилактике туберкулеза, использование детских дозировок, включая комбинированные препараты. Все эти направления, все эти активности перечислены в числе приоритетных интервенций для инвестиций Глобального фонда на следующий период 2023-2025 года, и страны должны это принимать это во внимание, что Глобальный фонд поддерживает также эти направления как приоритетные для финансирования, для поддержки стран. В настоящий момент Всемирная организация здравоохранения рекомендует целую группу тестов для выявления туберкулезной инфекции. Это всем хорошо известные кожные туберкулиновые пробы, старая кожная туберкулиновая проба и новая группа диагностических тестов, которые используют специфичные к микобактерии туберкулеза антигены. Это тоже кожная туберкулиновая проба. 3 теста заново впервые рекомендованы ВОЗом. И есть анализ выброса гамма-интерферона, 2 технологии. Обе эти технологии имеются в каталоге GDF, и мы сейчас посмотрим, сколько они стоят, какова стоимость этой продукции. Однако исторически мы знаем, что есть определенные трудности, связанные с тестированием на туберкулезную инфекцию. Для туберкулиновой кожной пробы это необходимость соблюдения холодовой цепочки до момента уже использования у потребителя. Это ограничение по продукции, по наличию продукции гарантированного качества, а также низкий спрос, то есть GDF не получает спроса на эту продукцию, поэтому эти диагностические тесты не включены в наш каталог. Для анализов выброса гамма-интерферона, больше известных как ИГРА, есть свои определенные трудности, связанные с широким использованием их для тестирования. Это в первую очередь, конечно, высокая стоимость и необходимость дополнительных усилий, то есть есть необходимость транспортировки образцов крови, а также есть требования к лаборатории, которая могла бы делать это тестирование, а также ограниченный срок годности продукции является определенным препятствием к его использованию при не очень правильном планировании. Где-то что-то переключилось, а где-то нет. Немножко переключается не очень равномерно, но я буду переключать так, как подходит. Значит, в каталоге GDF, как я сказала, есть оба теста, которые определяют уровень интерферона
это квантифероновый тест и T-спот-тест. Стоимость обоих тестов представлена на этом слайде. Стоимость за тест исключает, здесь сюда не включена общий расход на дополнительные расходные материалы. Однако цена на квантифероновый тест в каталоге GDF на 60% ниже цены, которая есть на рынке для стран с высоким уровнем дохода. Вы знаете, что GDF всегда работает по снижению цен и доступности ценовой политики для стран. Льготная цена доступна для наших стран, и при планировании необходимо принимать участие, что требуется полный набор дополнительных расходных материалов для проведения данного теста. T-спот также имеется в каталоге GDF от Oxford и Munatec. Стоимость до $13,5 за тест, опять-таки исключая общие расходные материалы. Однако здесь есть определенные ограничения по поставкам в некоторые страны в связи с эмбарго США. Это то, что касалось тестирования. Сейчас мы переходим к лечению. Что есть в каталоге GDF по лечению, по режимам лечения туберкулезной инфекции. Хотелось бы сказать, что то есть вы на этом слайде видите два руководства. Первое руководство по профилактике и последнее, в котором есть тоже определенные дополнения и более точные дозировки для использования у детей и подростков. Все, что рекомендовано в данных обоих руководствах по лечению, по профилактическому лечению туберкулезной инфекции, имеется в каталоге GDF. Если мы разделим, значит, эти все режимы лечения на, скажем так, условные группы, то я хотела бы сначала представить вам информацию по режимам на основе изониазида и рифампицина. В каталоге GDF есть дозировки для детей. Верхняя красная таблица – это дозировки для детей, формы выпуска препаратов, которые есть для детей. Это двухкомбинированные препараты изониазида с рифампицином, и который может быть использован для режима 3 месяца HR для детей всех возрастных групп, в частности до 25 килограммов, а также препарат изониазид, растворимые таблетки 100-миллиграммовые, который используется в режиме монотерапии изониазидом. Для рифампицина нет растворимых форм выпуска. Для рифампицина используется дозировка 150 мг капсулы. В нижней красной таблице, если вам это заметно, то здесь представлены режимы и их стоимость, а также вес либо возрастные категории, по которым рассчитана эта стоимость. Конечно же, самая дешевая стоимость будет у изониазида 6-месячного для взрослых, потому что стоимость самого изониазида достаточно дешевая. Все, что дальше связано с растворимыми формами, мы все знаем, что это более дорогостоящая технология и стоимость выше. И для ваших референсов, то есть для вашей информации, вот здесь предоставлена стоимость этих режимов. Если мы перейдем на режимы, которые включают в себя рифапентин, очень многие страны заинтересованы в этих режимах, потому что они более короткие, более удобные для пациента. Есть одномесячный режим 28 доз, и есть трехмесячный 12 доз. Очень многие страны смотрят именно в сторону этих режимов лечения. Здесь также есть препараты можно комбинировать препараты для детского возраста из изониазида растворимого и рифапентина отдельно в таблетках. Для взрослых использоваться может взрослая дозировка, комбинированный препарат. Комбинированный препарат имеет функциональное разделение и для определенных возрастных групп может использоваться полтаблетки. Здесь также представлена цена на продукцию. Вы видите, что количество поставщиков увеличивается. Раньше у нас был только один поставщик, сейчас у нас есть и рифапентин 150 миллиграммовый, и 300 миллиграммовый. И есть комбинированный препарат, на который 2 поставщика. Очень многие страны интересуют, насколько может быть обеспечение этими препаратами. Можем вас заверить, что в настоящий момент нет проблем с обеспечением этими препаратами, и страны могут их совершенно в полном объеме заказывать в зависимости от своих планов. Ценовая политика также представлена на слайде. Что касается рифапентина, мы посчитали нужным еще раз обратить ваше внимание на то, что прежняя проблема о включении нитрозамина в рифапентин
остатков нитрозамина следов была выявлена как проблема в прошлые годы. Однако в настоящий момент эта проблема решена, находится под контролем группы по преквалификации ВОЗ, и препараты дженерик комбинированный изониазид плюс рифапентин прошел полную оценку. Также его активная субстанция прошла оценку, и в настоящий момент эта проблема находится под контролем, ликвидирована. Если мы посмотрим на профилактику, которая проводится для лиц с контактами лекарственно-устойчивого туберкулеза, препараты также есть в наличии. Есть растворимый левофлоксацин для детей. Стоимость вы видите в верхней красной таблице. Все препараты, которые рекомендованы для ВИЧ-инфицированных, также имеются в каталоге GDF. Если мы посмотрим на то, на каком этапе мы находимся и как страны внедряют, то мы знаем, что уже 6 стран начали внедрение режимов с рифапентином, 4 страны планируют в следующем году, и никто не планирует режимы с изониазидом и рифапентином, либо рифампицином и рифампицином моно. Анализ, проведенный, показывает, что есть основные вызовы во внедрении профилактического лечения. Это низкий приоритет для стран, это воздействие пандемии, когда усилия были направлены на другие приоритетные направления. Это обеспокоенность по поводу нежелательных явлений, поэтому мы вам представили слайд о том, что в данный момент эта проблема решена. Есть это ограниченные возможности тестирования, плохая приверженность к лечению и проблемы со сбором данных. Для решения мы видим это тесное сотрудничество всех партнеров вместе со странами. Это обзор режимов, набор пациентов, планы перехода. Необходимы определенные действия внутри страны. Это обновление национальных руководств, протоколов лечения, а также обращаем ваше внимание, что есть такая задача, как регистрация препаратов в некоторых странах, есть определенные проблемы с распределением препаратов и так далее. Мы, конечно же, настаиваем на том, что регулярное количество оценка должно проводиться с использованием инструмента QuantiB, который очень удобен в использовании и позволяет планировать разные активности. Для продукции по скринингу информация будет предоставлена в следующей презентации более подробно. Однако на этом слайде я просто хотела бы сказать, что у нас есть для скрининга и ультрапортативные рентген-аппараты, и компьютерное обеспечение для искусственного интеллекта, и быстрые молекулярные методы, в частности, эксперт, ламп и троенат. Если резюмировать, то у нас есть тест на основе гамма-интерферона, и все препараты для профилактического лечения туберкулезной инфекции доступны через GDF, ультрапортативные рентген-аппараты, программное обеспечение для компьютерной диагностики и одобренные молекулярные тесты доступны через GDF для скрининга. Мы поддерживаем страны в планировании и прогнозировании лекарственной потребности для закупа препаратов. Очень обращаю ваше внимание, что заказы должны быть расположены своевременно и как можно раньше, потому что по сегодняшний момент существуют риски и факторы, которые воздействуют на возможности доставки, то есть есть ограничения по пропускной способности международных и воздушных перевозок. И мы работаем с производителями, чтобы увеличить количество поставщиков, включая тесты, медицинские приборы, для того, чтобы обеспечить их наличие по доступным ценам. Спасибо за ваше внимание. Thank you, Natavan. Thank you, appreciate. So now we know the products are there, they are available, we know the prices. I know that some of you are working very close with GDF. Those who are not yet, please work with Maya, Natavan, Mavluda, they are all around. Please contact them, talk to them, and see how we can work together. Thank you, appreciate. So the next presenter is Mikhail Bolik. We will hear about the next example from Tajikistan when we did a comparison between the global, the regional action plan and the national strategic plan. Mikhail, over to you. Thank you, That's Yarel. the- Спасибо. Да. Здравствуйте, коллеги. Я не случайно со своим портфелем. Чуть позже я вам объясню предназначение этого предмета. Вообще, мне кажется, у нас фантастическая сессия, и я благодарен странам за примеры, которые впечатляют и вдохновляют. Да?
Невероятный, конечно, объем работы, который делает Турция для того, чтобы помогать мигрантам и беженцам. Это же огромное количество, и все эти люди имеют возможность получать доступ к качественной квалифицированной помощи, включающей в себя пакет помощи по туберкулезу. Мне кажется, это достойно отдельного большого уважения и благодарности. Я не буду очень долго останавливаться. Наша с вами задача перейти к работе уже над инструментом, который вчера, мне кажется, был уже понятен участниками. Мы сегодня сфокусируемся сразу на двух основных страничках. Это закладках 1Б и 1С, профилактика и скрининг. И как мы видим, они настолько тесно связаны, что их разрывать практически невозможно и не нужно. У нас пример Таджикистана. У Таджикистана национальный стратегический план писался еще в конце 2019 года, поэтому просим это учесть. Но вместо того, чтобы идти шаг за шагом, чтобы показать, что у нас есть, вы можете видеть это на экране. Я думаю, что для экономии времени просто остановлюсь на том, что является критически важными, да, и те элементы, которые мы видим при обзоре разных национальных стратегических планов, где вот эти самые у нас пока что пробелы в оказании помощи существуют. Первое, конечно же, это скрининг, охват скринингом среди взрослых и из очагов контакта. Это серьезная проблема, несмотря на то, что у нас и еще одна проблема, о которой Оскар, конечно же, упоминал, это очень низкий, и Андрей, очень низкий охват профилактическим лечением среди людей, живущих с ВИЧ. Но мы очень часто видим, что действительно охват есть, нету координации и обменом данным между странами. Вот мы недавно проводили NCP-ревью в одной стране, и мы видим, что по данным работы СПИД-центров охват есть, и охват очень хороший. Но в NCP этих данных нет вообще. Поэтому, конечно, над этим стоит работать. Следующий момент, который очень важный, это обеспечение приверженности к профилактическому лечению. Мы очень много знаем о том, насколько важна приверженность при лечении активной формы заболевания, но приверженность при профилактическом лечении также очень важна, поскольку выдать препараты и забыть, я целиком согласен с замечанием и комментарием от Пола, что мы не должны медикализировать эту проблему. Эта проблема гораздо глубже. И еще один вопрос, который здесь возникает, как нам создать спрос на эти услуги, спрос на скрининг и спрос на профилактику со стороны ключевых и самых уязвимых групп населения, и мы здесь явно не дорабатываем. И здесь роли первичной медицинской сети и общественных организаций нельзя недооценивать. Интеграция помощи при туберкулезе с очень важной другой службой ВИЧ-инфекции, а также первичной медико-санитарной помощью, общественными организациями и другими поставщиками услуг, другими компонентами также очень важна, поскольку и скрининг, и профилактика находятся далеко на периферии. И у NCP нету очень часто ресурсов и доступа для того, чтобы организовать эту работу. Да, это работа, которая должна делаться на первичном звене. Это очень часто те пробелы, которые возникают. Что мы здесь как раз и видим, что для того, чтобы расширить доступ к профилактическим услугам, нам нужно усилить координацию межсекторального взаимодействия. Очень важный вопрос для многих стран, которые получают финансирование из глобального фонда или от других партнеров, да, внешних, это переход в организации скрининга и профилактики от внешнего финансирования к внутреннему. Да, если мы хорошо строим графики и в целом выполняем обязательства по переходу на закупы препаратов за счет государственного финансирования, то в отношении новых режимов профилактического лечения практически все сегодня пока повсеместно зависят от внешнего финансирования. Именно те страны, которые получают средства от глобального фонда. И еще один важный вопрос, который касается, это стандартизация эпиднадзора в отношении туберкулезной инфекции и вот этого каскада профилактической помощи от определения целевых групп до скрининга, до обеспечения диагностикой на туберкулезную инфекцию там, где это показано, на обеспечение профилактическим лечением, если это показано, и на отслеживание итогов, да, эффективности и результатов
профилактического лечения. И здесь тоже мы видим на примере Таджикистана, что есть потребность отдельно, да, серьезное внимание уделить и скоординировать это с партнерами и с ВОЗ, с тем, как эту систему выстроить и ее интегрировать. Что касается систематического скрининга, уже чуть более фокусным, это как нам интегрировать, да, и создать максимальный пакет услуг, как создать спрос на эти услуги, да, вот пункт 4, создать спрос на услуги по скринингу и профилактике. Это необходимость и востребованность формирования дифференцированных скрининговых алгоритмов, которые у нас сегодня очень хорошо были представлены во время презентации, которую Денис давал. И в отношении мигрантов скрининг нужен, я имею в виду внешних мигрантов, которые прибывают в страну, скрининг нужен не для того, чтобы депортировать, скрининг нужен для того, чтобы оказать помощь и вовлечь людей в этот каскад услуг. То есть это очень важно. И еще один момент, который во многих, ну не во многих, в некоторых странах до сих пор используется, это применение иммунодиагностики, да, вот этих всех методов, кожных проб, игротестов для диагностики активного туберкулеза, вопреки рекомендациям ВОЗ. Иммунодиагностика не должна использоваться для диагностики активных форм туберкулеза, и это очень четко прописано в последних рекомендациях, что у нас есть. На этом я остановлюсь, вот, и я думаю, что мы будем переходить постепенно к нашей работе над закладками 1Б и 1С, и у нас будет такой приз сегодня. Страна, которая самый критичный взгляд на свой национальный стратегический план сделает в отношении скрининга и профилактики, получит от нас небольшой приз. Поэтому, уважаемые господа, предлагаю приступить к практическому заданию. Спасибо за внимание. Спасибо, Mikhail. So that was a very good introduction to our work. We know our workstations, and we will work exactly as we did yesterday. Please work with the tool on 1B and 1C, as Mikhail suggested, and let's compete for that prize. Thank you. We have 45 minutes for this exercise. Thanks. And for the colleagues are joining us virtually, I will launch now the breakout rooms for them to discuss. They can choose their own breakout rooms now. Over. Otherwise, the colleagues attending virtually are welcome to raise the hand and I will take the question. Over.
So during this session, we have about 37 minutes before lunch. So I hope everybody had a very productive group and country level work. So we're gonna start with asking for volunteers and see who would be the bravest to start all, just to give us up to 5 minutes a brief of the discussion and in terms of what they have identified as their priorities, as next steps in interventions, and how to go forward. So the call to action is, who would be the bravest country to go first? Okay, I see colleagues from Azerbaijan, yes. Thank you very much. I hope I will heard the same things after my presentation, very short presentation. I will try to make it very short, and I will go from summary. So for the part 1B, we have 13 points in progress, so it's good. But unfortunately, we have 2 points not planned. So if I have time, I can just mention what is these points which are in progress. So it's not planned, I'm sorry. So this one, with technical support from WHO, standardize and implement the TB surveillance and response monitoring system at the country level. So we are thinking that yes, it is planned, but we are not implemented it yet, and it is not included in our national strategic plan. So we decided to be honest and put it like not planned. So if we will go to 1C, we have 11 points in progress, so I think it is good result for us. We don't have any points not planned, and we have only 1 point which we decided to put planned because really this is planned but not implemented and not included in our strategic plan. And yes, and I will try to find what it is. Planned, yes. It is establish a national mechanisms to ensure universal coverage with TPT and systematic screening for TB disease among K populations. So we had a very long discussion, but we decided that it is not in progress, it is just planned for us. So that's all. Thank you. Yes, thank you very much. So the 2 points that you're raising, absolutely critical. Just a quick question. So not being planned, do you have any specific follow-up action points, how to address the inclusion of those 2 points in? Actually, when we discussed it, we had a long discussion. Some of my colleagues said that it is planned already because we have here our members from regional WHO office, but it is only discussion and planning for next year because we will have some mission from WHO coming year, but still it is just discussions and planning, so that's why better to put not planned for now. Thank you. Sounds like you have actually very specific action steps to address those 2 gaps. Thanks. Any questions from the audience to the Azerbaijani colleagues? Okay, I don't see any hands, so maybe we can go to the next country. Oh, I see a hand in the back. That's Belarus, please. Добрый день, уважаемые коллеги. У нас была очень жаркая дискуссия по поводу данного раздела, данного инструмента, но мы попытались все-таки прийти к единому мнению. Если мы возьмем summary, то хотел бы отметить, что в 1B у нас 2 мероприятия выполнено, completed, 9 мероприятий in progress и 5 мероприятий planned. В 1C у нас запланировано 4 мероприятия planned и in progress 6 мероприятий.
Также выполнено 2 мероприятия, completed. Если остановиться более подробно, по 1B хотел бы отметить моменты, касающиеся профилактики. На сегодняшний день мы можем с уверенностью сказать, что в наших клинических протоколах полностью отражены все последние рекомендации по диагностике туберкулезной инфекции. Со всеми рекомендациями ВОЗ. Также хотел бы отметить, что на сегодняшний день касательно доступа рифампенсина для использования профилактики у нас обновлена вся нормативная база и созданы условия. Но, к сожалению, ввиду складывающихся проблем в мире у нас возникают с поставками рифампенсина в страну. Мы надеемся, что мы сможем решить данную проблему с помощью наших коллег глобального фонда. Тем не менее, существует такой барьер. Касательно внедрения обучения, значит, у нас на сегодня с использованием дистанционных методов обучения у нас на сегодняшний день реализован данный механизм в высших учебных заведениях для студентов. Что-то с микрофонами, разрабатываются механизмы такого же обучения для врачей и для среднего медицинского персонала. Также хотел бы отметить, что эти моменты все отражены в национальном стратегическом плане. Касательно вовлечения сообществ. У нас на сегодняшний день, опять же, хотел бы отметить, что мы активно внедряем нормативную базу, мы создаем условия для работы некоммерческих организаций. Мы проводим круглые столы для обучения, в том числе как госсектора, так и коммерческих организаций. Но на сегодняшний день у нас существует определенный барьер, у нас просто не хватает коммерческих организаций негосударственных, которые готовы работать с туберкулезом. В основном они занимаются проблемой ВИЧ-инфекции. И какие здесь моменты, на чем бы хотел остановиться. Мы однозначно будем пересматривать каскад оказания медицинской помощи. Мы однозначно будем пересматривать группы, подлежащие профилактическому лечению. И в каскад оказания медицинской помощи и профилактики мы будем активно внедрять сообщества для того, чтобы они помогали госсектору эффективно реализовывать данные мероприятия. Спасибо, у меня все. Thank you. Thank you very much, Molodsi. It looks like great to see all the greens and everything being planted in yellow. And sounds like you guys also have very specific next action steps. Any questions for clarification? Any additions from the Belarusian colleagues? Okay, great. Thank you very much again. Who would be next? I see Uzbekistan, please. Good day, colleagues. Thank you, Sevin, for giving it for Uzbekistan. So we had a meeting here with our colleagues from National TV program, our colleagues from TV Stars, and Etica project funded by USAID, and filled the form and put our the status of the activities under each indicators. I would explain in short what is happening in Uzbekistan with regard to TPT. So first of all, I would say that the guideline on LTBI is adopted for Uzbekistan and approved by Minister of Health in November 2021. And now country is expanding TPT countrywide. And the half of the drugs is procured by government, and the half is covered by Global Fund. Also in line with WHO USAID project, we are organizing trainings for TB doctors and primary health facilities.
Also, there are some trainings conducted in line with ETICA project and TIFA projects funded by USAID. So this is with regard to implementation of PPT in Uzbekistan. With regard to infection control, in 2013-14, we have first ever developed infection control guidelines for TB health care facilities. And since then, we have not yet updated this protocol. Therefore, we now discussing to include in our activities update of this protocol and this further scale up in the country. But the old protocol was used for countrywide trainings for TB health for the health workers who work in TB healthcare facilities. Also, a global fund is allocating funds for PPEs, and also, as I know, a country is covering also some budget expenses for procurement of PPEs for Uzbekistan. Regarding the screening, we regularly updating our precast orders on TB, and all our concepts with regard to screening of the population are in line with WHO recommendations. Also, one new thing in line with projects we have brought to Uzbekistan in line with TIFA projects funded by USAID. We have, NTP brought to Uzbekistan several X-ray machines working under artificial intelligence. They started even work. I would say, for example, in Tashkent region, we have seen it, how it works during the national key program review, and the doctors were very happy to have such how to say, very smart device on their hands. Thank you very much. Thank you, Jamshid and Uzbek colleagues. Any additions or clarifications from the rest of the Uzbek delegation? Or any questions from the rest of the group? Jamshid, do you have any areas where you're still in red and haven't read? Oh. So we have one area in red, just in 1B. This is 1.10 indicator, review and update NSPs based on the assessment of the TB prevention cascade of care and contextually grounded evidence on inequities in access to services. So it was not planned until this now, but we have discussed that during the next some assessment missions, we can consider it to include into the plan and to conduct it. But at this time, it's also, until this time, it was not planned. Okay, thank It's you very much opportunity again. for us to conduct it. Thank you. Thank you very much. And Stella, sorry, you had your hand up. Okay, thanks. Okay, great. Thank you very much again. Let's move to the next country. Oh, wow. Three at the same. Maybe start with Ukraine. I think they were a little faster than Tajikistan. We'll go with Tajikistan next, and then we have, Bulgaria, of course. Коллеги, спасибо большое за возможность подискутировать в отношении наших планов нашей страны по программному ведению профилактического лечения. В настоящее есть разработка карты медицинских услуг, куда включены все обновления, которые были в этом году, но тем не менее мы ставим себе эту задачу, пока это не сделано. Также мы понимаем, что на сегодняшний день перед всеми нами довольно-таки амбициозные ожидания. Мы приняли это, так сказать, в том числе мы для расширения охвата услугами профилактического лечения будем ставить очень четкие индикаторы, чтобы повысить, скажем так, ответственность разных секторов. Также одним из пунктов является необходимость более четкого понимания, каким образом предоставляются режимы лечения и завершают при лечении все группы риска и уязвимые группы населения.
Для этого мы планируем разработать и внедрить механизм электронного сбора данных как раз в отношении каскада профилактических услуг, и в том числе, где мы бы видели, за счет чего мы этот каскад до конца не проходим, да, больше такие группы, скажем так, выпадают и не доходят до полного излечения. На сегодняшний день мы разработали эту форму в виде бумажных носителей, но мы понимаем, что хорошая электронная система будет нам давать возможность программно управлять этой деятельностью. Второй пункт, который мы хотим также сделать, это внедрение новых, более комплексных моделей медицинской и поддерживающей помощи людям, которые получают лечение латентной туберкулезной инфекции. То есть это привлечение НПО, а также использование видеоподдерживающего лечения. Видеоблог мы вчера видели, что у нас страна, в которой один из наиболее лучших охватов, но по видеоблог мы вот как раз сейчас принимаем такие решения в этой аудитории. Также есть необходимость и задача для стран разработать механизмы для дальнейшей интеграции услуг и систем, которые были бы более ориентированы на нужды людей. И мы, находясь здесь, дискутируя, смотря опыт других стран, понимаем, что у нас, наверное, нет достаточных данных для того, чтобы понимать, с какими сложностями сталкиваются люди и какие нам нужно внедрить новые интервенции для более ориентированного подхода. Поэтому мы планируем и надеемся, что доноры нас поддержат для того, чтобы как раз оценить барьеры доступа к профилактическим услугам. И уже на основе полученной информации мы будем строить наши планы по дальнейшей интеграции систем. В отношении вовлечения организаций гражданского сообщества для нас это уже не ново, и мы действительно видим хорошие результаты, но, к сожалению, это сегодня проводится исключительно при поддержке донорских средств. Мы сейчас до конца не понимаем, насколько финансовые возможности нашей страны с экономическим кризисом будут позволять нам делать это за средства государственного бюджета, но, по крайней мере, разработать инструменты и внести изменения в законодательную базу для того, чтобы мы уже сегодня могли это реализовать, в том числе за счет тех регионов, у которых лучшая экономическая ситуация, использовать механизм социального заказа. Вот это то, что мы, собственно говоря, точно сможем сделать. И в том числе профилактировать за счет нашего бюджета, не то, что в будущем мы сможем это полностью перевести это средства в государственный бюджет. Также хороший вопрос о том, как укрепить координацию между разными секторами. Мы видим это в очень четких индикаторах, которые были бы в том числе с агрегацией на пенитенциарный и цивильный сектор, как механизм рассказывал, что некоторые страны это сделали, это оказалось очень успешно. Мы тоже планируем пойти по этому пути. В отношении обеспечения полного доступа к препаратам гарантированного качества мы впервые использовали рифапентин с сентября этого года. И действительно понимаем, что в условиях войны люди хотят быстрее закончить лечение, это двойной вызов. Поэтому, конечно, мы будем это расширять. И мы очень надеемся, что глобальный лекарственный фонд сможет обеспечить в результате успешных переговоров с поставщиками такой усиливающий спрос от стран. Я уверена, что это после этого совещания он будет. Для того, чтобы мы лучше оказывали услуги, связанные с профилактическим лечением, мы понимаем, что необходимо дальнейшее обучение, развитие кадрового потенциала всех поставщиков услуг, это и менеджеры, и первичное медицинское звено, и психиатрические службы, в том числе неправительственные организации, даже пациенты и члены их семей. Поэтому вот отдельный пункт, который мы планируем по развитию кадрового потенциала, в том числе с онлайн-сертифицированным курсом, который бы давал баллы, и в том числе был обязательным для тех учредителей, которые получают государственное финансирование. И, в общем-то, из этого блока мы основной представили. Если перейти к разделу профилактика родильных инфекций инфекционного контроля, у нас есть современный пересмотренный стандарт по инфекционному контролю, национальный план, региональные планы. С прошлого года внесены изменения в законодательство и создание отдельного сектора или отдела, который контролирует вопросы инфекционного контроля в каждом противотуберкулезном учреждении с кадрами, с ответственностями, и в том числе внедрены оценки, насколько инфекционный контроль придерживается в каждом учреждении с баллом. По сути, это регулярное такое
такое упражнение, когда каждый год мы смотрим, а что поменялось в лучшую или в худшую сторону. Иногда меняется в худшую сторону, потому что кто-то хотел приукрасить, поэтому создана система такой дополнительной супервизии или контроля мониторинга. И эта функция положена у нас на новосозданные структуры, это Центр контроля и мониторинга, который вот сейчас в соответствии с новым законом об общественном здравоохранении работает на местах и вовлечены как раз очень плотно в направление инфекционного контроля. И, по сути, мы сейчас разделяем функции инфекционного контроля между инфекционной службой, между центрами контроля и профилактикой, для того, чтобы у нас в общем-то, более эффективно реализовывались эти меры. Конечно, мы видим, что необходимо продолжение обучения вопросам инфекционного контроля. У нас есть курс инфекционного контроля, который, он очень интегрированный, то есть он подходит ко всем инфекциям, которые передаются аэрогенным путем, по стеснительным особенностям за туберкулез. Проблемой для нас остается сейчас техническое обслуживание всего оборудования, связанного с инфекционным контролем, и по сути вот этот тип обслуживания мы сейчас тоже как раз идет распределение функций, которые Центр контроля профилактики будут это делать. Ну, пока нам нужны доноров, поэтому мы тоже включаем такой пункт. Дальнейшая плата по систематическому скринингу. Что здесь у нас интересно, что мы планируем? Ну, во-первых, конечно, мы планируем расширять охват систематическим скринингом и переходить все-таки на электронные системы, потому что если посмотреть даже на этих слайдах, мы видели, что мы все сейчас справляемся, 95%, но что-то мне подсказывает, что если мы перейдем на электронные системы, наверное, этот вклад будет немного меньше. Но мы этот шаг, в общем-то, политически принимаем, и в том числе мы хотим отслеживать в дальнейшем вот эти именно каскады, сколько проходит по этим методам, какой может быть результат, и в том числе переприоритизировать в последующем группы риска, потому что сейчас то, с чем мы сталкиваемся, это то, что некие регионы, в основном западные, они могут все наши 25 групп скрининговать, есть регионы, в которых сейчас ограниченный доступ к медицинским услугам, и там будет проходить приоритизация. Мы как раз очень заинтересовались в этом Молдовы, думаем, что мы повторим и технической поддержки потому что пересмотрели это все. На сегодняшний день мы также планируем, у нас сейчас ресурс на расширение САД, но это пока в рамках пилота, и в том числе в учреждениях, в отдельных учреждениях планируем расширять очень инвестированные методы. Также мы планируем привлекать неправительственный сектор, и в том числе их спутник или на их работе в отдельных кабинетах. Сейчас, по сути, мы в этом году начали такую инициативу и видим необходимость расширения, в том числе законодательного урегулирования, сотрудничества с организациями. На сегодняшний день у нас есть действующая программа гарантий, в которую включены клининги и эта работа, но тем не менее мы видим, что она нуждается в усовершенствовании, вот этот пункт мы исключили. Программа медицинских гарантий это включена, но пока не проводится со стороны национального поставщика, национального закупочного агентства, а таким образом это урегулируется. Да, поэтому мы хотим, скажем так, переходить уже в этом направлении от теории к практике и, возможно, в последующем пересмотру аспектов. Конечно, мы видим необходимость дальнейшего развития потенциала и не только кадрового, но и исследовательского потенциала, в том числе построении такой национальной системы сбора данных, которая была бы интегрирована в нашу общую систему eHealth. Это вот то, что мы планируем сделать, и очень рассчитываем на помощь всех наших технических партнеров. Thank you very much. It's good to see that everything is in yellow and in blue. And thank you for coming to the meeting, to the whole Ukraine group. We know the difficult situation you're in, and we really appreciate that even in these difficult times, you're still thinking about TB and planning
for the future when things will be back to normal, inshallah. Thank you again. Let's move to our colleagues from Tajikistan next. Was there a question? Yeah, Bulgaria comes after Tajikistan, sorry. Добрый день, уважаемые коллеги. Из всех планов, то есть один из 15 запланированных активностей, которые нам предложил ГОС, у нас два выполнено. Это, то есть, касательно вопросов принятия национального руководства и внедрения самой последней рекомендации ВОЗ диагностики туберкулезной инфекции, то есть TBI. Хочу сказать, что на основании последних рекомендаций ВОЗ у нас был разработан и утвержден протокол по диагностике и лечению латентной туберкулезной инфекции, также разработан учетные формы, проведено обучение туберкулезной службы, ПМСП, а также ВИЧ-службы. И данные отчетно-учетные формы были предоставлены всем специалистам. На данный момент мы собрали первый квартал эти отчеты на основании данных форм. Следующий у нас идет два незапланированных активности, на которые мы дали свои комментарии. Первое план также учит укрепление координации между секторами и повышение ответственности всех секторов за оказание поддержки услуг ПЛТ и расширению их масштабов путем применения подходов, основанных на несекторальной подотчетности. Данная активность у нас не запланирована в рамках национальной программы. Мы планируем внести изменения после проведения обзора при технической помощи ВОЗ и включить нашу национальную программу и запланировать бюджет для его устойчивого внедрения. То есть один в плане и 11 в прогрессе выполнения из данных активностей, которые имеются. Следующий 11С. Здесь имеются 12 планов, из которых один выполнен. Это обеспечить, чтобы национальные подходы к скринингу на ТБ отражали последние рекомендации ВОЗ в отношении политики скрининга и были нацелены на уязвимые группы населения и группы высокого риска. Как мы все знаем, те группы риска, которые предложены были со стороны Всемирной организации здравоохранения, рассмотрели на уровне нашей страны рабочей группы. Большинство из них согласились, то есть это мигранты, контакты, люди ЛГБТ, также медицинские сотрудники, да. Эти люди были включены. Также среди данной уязвимой группы мы работаем. И хочу отметить, что весьма успешно. То, что это выполнено, то, что было не запланировано, у нас составляет 3 плана, которые мы не запланировали. Первое – это обеспечить, чтобы систематический скрининг на ТБ был включен НСП по ТБ и поддерживался устойчивым финансированием высокоприоритетным странам. По ТБ следует обеспечить достаточный объем капиталовложения, обеспечить доступ к мобильным и портативным цифровым технологиям для скрининга ТБ, как автоматически и интерпретируют цифровыми рентген-аппаратами. Хочу отметить, что на сегодняшний день у нас в стране имеется 16 портативных рентген-аппаратов,
Также запланировано до конца года использовать искусственный интеллект, который был приложен к данным аппаратам. Мы используем данные аппараты для скрининга среди группы риска. Но для его устойчивого дальнейшего обслуживания национальной туберкулезной программы он не был запланирован или закупка, потому что данные аппараты и его пакет предложений, когда разрабатывалась национальная программа, не были рекомендованы. В связи с этим, после вот этих рекомендаций и проведения обзора, мы собираемся включить данный план и в дальнейшем, чтобы устойчиво использовать и расширить количество, увеличить количество данных аппаратов для активного скрининга. Следующее мероприятие, которое было не запланировано, это предоставление ключевым группам населения максимальный пакет услуг по выполнению TB-ВИЧ на одном месте. То есть здесь имеется в виду мультисекторальное, то есть имеется предоставление услуг. Это имеется в виду TB, ВИЧ, COVID, данные услуги. В рамках инфекционного контроля данный вопрос у нас среди нескольких групп. То есть учреждение это обсуждалось, но оно как бы еще до сих пор не нашло свое решение. Мы также надеемся получить обзор нашей программы и дать получение официальных рекомендаций со стороны Всемирной организации здравоохранения и включить данный план в наш НСП и улучшить работу в данном направлении. И последнее, план, который не был включен в национальную программу, потому что у нас в национальной программе последний вопрос 1С, это государствам, членам следует оценить свои программы по борьбе с ТБ, ориентированные на мигрантов, чтобы убедиться, что услуги по скринингу и тестированию на ТБ сочетаются с комплексным пакетом услуг. Услуги мигрантам у нас, из-за того, что они входят в группу высокого риска, предоставляются, но отдельного пакета именно для мигрантов у нас нет, и поэтому это было не запланировано. Но мы надеемся, что после обзора мы включим данный план в наш НСП и будет предоставлен отдельный пакет для мигрантов. Спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста. Thank you. Thank you very much, Shekhnazar. And these three areas, definitely a lot of challenges, but also there's also technical support available. And I know there's also specific actions to be taken, and the country is following on that. Rahmat. So moving next to Bulgaria. Уважаемые коллеги, я хотела поделиться привлечения гражданского общества в рамках национальной программы есть ежегодный бюджет, который предоставляется неправительственным организациям, после заключения контрактов для выполнения скрининговых исследований и анкетирования среди террористов. Все данные после проведения этого скрининга мы выработали электронную платформу, они там загружаются, и мы можем смотреть и расследовать все результаты анкетирования, исследования и выявления случаев как активного туберкулеза, так и туберкулезной инфекции. Часть создания
тесном сотрудничестве с больницам и с медицинским сообществом. Так что в этом отношении как объяснить, у нас почти все выполнено, и может быть какие-то доработки еще сделать в плане самой трансформации производства. Что касается оценка завершения профилактического лечения, у нас есть электронная платформа, в которой каждый месяц лечебное заведение загружает данные в проведение профилактического лечения, и мы можем каждый год в конце года оценить состав лечения. Могу сказать, что для 2021 года завершили лечение около 4% больных, которые в самом начале были подтверждены отдельно исследования. Так что, конечно, нам нужно еще работать, повысить ответственность всех секторов для оказания поддержки судом профилактического лечения и расширить этот подход между секторами. Thank you very much, Srdečni благодарности. Any questions or for clarification? And who else is what? Who else is implementing the computer-aided diagnostics? Just raise, hands up. Georgia? Romania? Yeah, we heard from the Romania. Andrei is asking who wants to implement. Ukraine, yes. Hopefully there would be more interest. Anyways, so thank you very much. And just 1 minute, I would like to allow Dr. Volek, Mikhail, if you can just give us a summary for all the countries where the yellows and the greens and the reds are. Yes. 1 minute. Thank you. Thank you very much. And я не случайно нахожусь рядом со столом Кыргызстана. Самый критичный подход к оценке своей национальной стратегической программы. Они сказали, что несмотря на то, что многое сделано, 6 зон в плане профилактики надо дорабатывать серьезно, и 4 зоны в плане скрининга надо дорабатывать. И мы хотим вручить этот небольшой подарок для того, чтобы вам хватило сил все это выполнить и воплотить. Спасибо огромное всем странам за очень активное участие и очень критическое отношение к тому, что необходимо посмотреть. Спасибо. All right, thank you. I guess Kyrgyzstan was the most honest or the more honest ones in the group. Thank you very much. So this is it. I think next on the agenda is lunch. I mean, this is really hard team. Prevention includes so many complex interventions, not only the diagnosis of prevention, but also the treatment, as Dennis presented this morning, infection control, vaccine development. We didn't touch much on that. But it is an important intervention, and we all know without it, we will not be able to get to the levels of drastically reducing the burden of TB and eliminating TB. So thank you very much from my side for your participation and for the hard work ahead. Thank you. Viorel, I don't know if you want to say one last word. Thank you No, very much. just thank you very much. And we have lunchtime. Thank you.
Suday, check, check, check. Suday, can you hear me? Yes, Andrea, I can hear you. Can you hear me? Just a second, Suday. We cannot hear you yet. Suday, can you switch on your camera, please? It works fantastic, very good. I can- So I can can we hear you. also have the audio? You can hear me too. Suday, you speak? Yes, please. can you hear me? 1, 2, 3. I don't understand, I'm sorry. Can you hear me? Yeah, we hear you well now. Okay. Perfect. Yeah. Suday, would you wish to share your slides or you want us No, to share? the please do slides? share the slides both in Russian and English from Right. your side. It was discussed with Svetlana. I think that was the Okay. plan. So you just say next. and Yes, then we can we'll hear go. the English interpretation. Excellent, thank you. Welcome. And then Eduard, are you there? Eduard, are you going to make an intervention in this session? Eduard, Yes, Edward is presenting. It might be that he has left his desk. this is why we would like to have the test. Eduard, He wasn't informed that he should stay. I think you just mentioned my name. But I guess it will also work from his side. If you can hear me well, then the fact that he's connecting from Armenia shouldn't change anything online. Sorry, colleagues, if I can say, we have been working in the working group together with Armenian colleagues, and Irina, can Eduard you hear have a us? perfect. Yes, I can. Can you hear Okay, me? we can hear you as well. Yes. So I just was saying that we have been working with So Eduard should in a hopefully working also group, work. and he has a perfect connection, and I was able to see and to hear him. no, Irina, we are looking for Eduard for Perfectly. Armenia to We can test hear you his perfectly in the English channel. intervention that will be in the diagnosis session. But I noticed you were with Armenians during the screening and prevention breakout, so thank you very much indeed. Andre, there was no interpretation for the next session. Yes, Irina. Okay. Irina is, I think, in the Russian channel. For the, Suday, can you speak louder? Suday, can you speak? we can hear you in the English channel. Say it again. For the next session, it would be great if the interpreter could follow me What? to the breakout sessions, the interpreter. We're talking now discussing the diagnosis session, which will be after the lunch. Yes, you were mentioning the breakout session for Belarus in the previous session, and I mentioned that there was no interpretation. So I for the, understand. I'm afraid I cannot fix it now, and this is in the past. I'm terribly sorry for that. I was not able to fix it by myself. okay, so there is not going to be interpretation at the breakout tables? What do you mean interpretation? We could maybe, although then they would have to speak in the microphone, I believe. That's the Today, problem. unfortunately, the breakout is going to happen here on the side. You're breaking up, Andre. Can you say something? Let me call you on the WhatsApp so I understand what is the meeting. Andre, I'll just call for you your on- information and colleagues, the voice is breaking up a little bit. And that was also the case during the previous session. I don't know what this is linked to, but sometimes the voice breaks up.
Şu an ikisinden de geliyor ses sana. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sıkıntı var mı? Yok. İkisinden duyuyorsun değil mi şu anda? Tamam. Herhangi bir kesme etme bir şey olmuyor. Tamam. Bantlayabiliriz.
check, 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 check. Edward is here with me, Andre, and he will unmute himself and briefly talk. Андрей, меня хорошо слышно? Do you hear me? I can hear you It's Edward. perfectly. Меня хорошо слышно, Андрей? Впервые руководство по диагностике туберкулезной инфекции, которая на левой части слайда и в красной рамке, сопровождена, опять же, руководством по применению. Таким образом, четыре документа, которые внешне выглядят одинаково, поскольку вот этот цвет символизирует диагностику. Так уж случилось. Но надписи, если вы заметите, разные. То есть в красной рамке это операционное руководство и рекомендации для туберкулезной инфекции, а справа по диагностике туберкулеза. Я начну с самых наиболее последних. Вот в 2022 году выпущены рекомендации, которые вошли также, опять же, в сводное руководство. И в этом документе таким образом 3 главы. Каждая глава характеризует определенный класс диагностических тестов для туберкулезной инфекции. Что говорит самое... перед этим, прошу прощения, краткая история. То есть в 2011 году ВОЗ впервые выпустила рекомендации по использованию ИГРА. Это метод, значит, так называемый высвобождения гамма-интерферона, основанный на высвобождении гамма-интерферона. Но также он и содержал рекомендации по туберкулезной кожной пробе. И фактически рекомендации были отрицательными, то есть ИГРА, вот этот тест, он не был рекомендован в странах с низким уровнем достатка, исключительно по экономическим показателям. Не было доказано, что значительно результаты теста по высвобождению гамма-интерферона, основанном на этом методе, превосходят традиционную туберкулезную кожную пробу. В 2018 году ВОЗ обновила рекомендации, которые установили, что и туберкулезная кожная проба, и ИГРА могут использоваться одинаково для выявления туберкулезной инфекции. Фактически это положительная впервые рекомендация для методов, основанных вот как раз на иммунологических механизмах высвобождения гамма-интерферона. В 2022 году рекомендации ВОЗ были расширены для следующих технологий: китайского производства Вантай и также новый тест Киаген, Ксиаген Квантиферон Gold Plus. И, наконец, как я уже упоминал кратко, в 2022 году ВОЗ выпустил рекомендации по использованию кожных тестов на основе специфических антигенов микобактерий туберкулеза. И эти рекомендации включила 3 технологии. CTB, во-первых, ранее известный как STB, продукт, выработанный с институтом в Копенгагене, но переданные права Индии. Сейчас этот продукт считается индийским продуктом. Он уже в ряде лет использовался, но широко в глобальном плане не использовался. Ряд исследований есть. Использовался в ряде стран, ну, в основном в Дании и в ряде исследований. Диаскин тест, производство Генериум, Российская Федерация, а также еще один китайская технология CTST, ранее известный под другим именем, но сейчас зарегистрированы вот под этим. Все 3 теста могут использоваться для диагностики туберкулезной инфекции кожным методом in-vivo, и результаты их считаются сходными. И вкратце каждую рекомендацию опишу. Значит, совещание самое последнее прошло в январе-феврале этого года. Класс
Значит, по-английски аббревиатура TBST можно перевести как кожные тесты in-vivo для выявления инфекции туберкулеза, в которых используются специфические антигены. Два антигена неизвестные, те же используются в технологии по высвобождению гамма-интерферона. Технологии я уже описал, упомянул. И рекомендация говорит в частности о том, что кожные тесты на основе антигенов микобактерии туберкулеза могут использоваться для тестирования на туберкулезную инфекцию. На основе имеющихся данных члены группы разработки рекомендаций также поддержали данную рекомендацию для лиц, живущих с ВИЧ, дети и подростки, а также люди, привитые БЦЖ. Выраженных побочных реакций не было выявлено, и также был продемонстрирован экономический эффект. Далее, хронологически назад, в 2017 году выпущена была рекомендация, которая рекомендовала использование туберкулезной кожной пробы, а также гамма-интерферона. Ну, последняя технология требует больше затрат, она более затратная, но, так сказать, по эффективности они сходны. И, так сказать, данная рекомендация включена в сводное руководство, которое я упомянул. И в заключении рекомендация 2010 года, то есть когда впервые выпущены были рекомендации по использованию тестов для туберкулезной инфекции, и рекомендация для диагностики туберкулеза, то есть активной болезни, и ни туберкулиновая кожная проба, ни тест ИГРА не рекомендованы для диагностики туберкулеза. Да, не путать диагностику туберкулеза и диагностику туберкулезной инфекции. Теперь кратко я остановлюсь, продемонстрирую вот второй документ, который выходит, сопровождает рекомендации, и он называется «Практическое руководство». Значит, основным содержанием является связь с рекомендациями по профилактике и группами населения, имеющими право на профилактическую химиотерапию, значит, рекомендации, кого тестировать, а кого можно назначать, то есть части групп риска можно назначать, и рекомендуется назначать без назначения, без проведения теста на туберкулезную инфекцию. Как говорил, сегодня уже выступал мой брат Денис Фальзон. Далее 3 класса теста на туберкулезную инфекцию, которые я упомянул, программное внедрение, тестирование и более подробная информация. Здесь кратко, что входит визуальная немножко презентация. Значит, обследование на туберкулезную инфекцию параллельно с диагностикой туберкулеза. То есть принцип в том, что часто человек, приходя на тест, получает тест на туберкулезную инфекцию, и для диагностики туберкулеза он должен прийти еще раз или в другое место, то есть максимально совмещено. Рекомендуется совмещать эти мероприятия. 4-ступенчатый каскад оказания помощи при туберкулезной инфекции. Подробное описание процедуры проведения кожной туберкулиновой пробы и подробный или пошаговый даже алгоритм использования разных тестов по высвобождению гамма-интерферона. Это все представлено в руководстве по применению туберкулезной инфекции. На этом заканчивается часть, посвященная туберкулезной инфекции, и сейчас в моих остальных слайдах я остановлюсь на вопросах диагностики туберкулеза, последних рекомендаций по диагностике туберкулеза.
Последний пересмотр сводных рекомендаций был проведен в 2021 году. Какие основные моменты были внедрены? То есть начал использоваться принцип выработки рекомендаций, основанный на классах технологий. То есть ранее и до сих пор эти рекомендации еще существуют, как вы хорошо знаете. Рекомендации по применению эксперта, они упоминают технологию, например, или другую технологию TrueNAT, но вообще-то да, рекомендации не должны рекомендовать какую-то одну технологию по сравнению с другой. Если они сходны по своим показателям, когда одна технология существенно превосходит другую, тогда, естественно, это логично и разумно рекомендовать ее. Таким образом, были впервые внедрены подходы выработки рекомендаций, основанных на классах технологий. Документ реструктурирован в соответствии с потоком пациентов, то есть вначале тесты по первичной диагностике, то есть как первичное применение тестов, как первичный тест, и в дальнейшем применение тестов по диагностике устойчивости. Вот. И рекомендованы 3 новых класса для диагностики. И я кратко остановлюсь на этих моментах. Вот я уже говорил, структура, то есть в начале первичная диагностика, затем последующие диагностические тесты для выявления лекарственной устойчивости. И отмечены, спасибо, брат Дильшот. Сейчас лучше. О чем я говорил? Вот новые 3 класса, о которых я упоминал, это они здесь отмечены. Первый класс называется автоматизированные тесты по амплификации нуклеиновых кислот средней сложности для выявления устойчивости к рифампицину и изониазиду. Название немного длинное, поскольку класс он должен быть характеризован, но, в общем-то, ничего страшного, потом привыкаешь. Таким образом, рекомендация определена как лицам с признаками и симптомами легочного туберкулеза, значит, респираторные образцы. Данная группа технологий рекомендуется для выявления легочного туберкулеза, устойчивости к рифампицину и изониазиду. 4 технологии включены. Это Abbott, BD-Max, Fine Fluorotype и Roche Cobas. Все они признаны имеющими сходные характеристики. Также относятся к лицам, живущим с ВИЧ, подросткам и детям. Высокие показатели, я уже сказал, возможно, для туберкулеза и диагностики к рифампицину и изониазиду. Высокие показатели чувствительности по всем характеристикам туберкулеза, рифампицина и изониазида. Следующий класс – это автоматизированные тесты, основанные на амплификации нуклеиновых кислот низкой сложности для выявления устойчивости к изониазиду и противотуберкулезным препаратам 2-го ряда. Это XDR-картридж. Его рекомендуется применять лицам с подтвержденным легочным туберкулезом для выявления устойчивости к изониазиду и торхинолоном, а также этионамиду и амикоцину. У всех данный тест также рекомендован для лиц, живущих с ВИЧ, и у детей. Таким образом, следующий класс. И, наконец, метод, основанный на обратной гибридизации.
Это LPA, Line Probe Assay, иными словами, для извиняюсь, пирозинамида. Данный метод у людей с бактериологически подтвержденным туберкулезом, но на не мокроте, а изолятах микобактерий туберкулеза. И в заключении обновленных рекомендаций, это обновление 2019 года, я уверен, что уже прошло достаточно много времени, я уверен, что вы знаете, но кратко упомяну, тем не менее, то есть в 2019 году были выработаны сильные или настоятельные рекомендации, то есть рекомендация может быть условной и сильной. Впервые в этом году эксперт рекомендовался для всех групп лиц с симптомами туберкулеза. Ранее это были только, как вы помните, лица с подозрением на ВИЧ, на МЛУ, туберкулез, а также ВИЧ-инфицированные. То есть с этого года рекомендованы для всех. Кроме того, проведение повторных тестов для детей, то есть при высокой распространенности туберкулеза рекомендуется повторно проводить даже для улучшения диагностики, использование новых образцов кала, желудочных аспиратов, бронхоальвеолярного аспирата, использование расширенного перечня внелегочных образцов, включая плевральную жидкость, перитониальную, синовиальную и так далее. А также новый тест TrueNAT или Mulbio, который схож по характеристикам с экспертом. Здесь уже упоминалось моим коллегой Денисом Фальзоном, это Knowledge Sharing Platform, так называемый сайт, интернет-сайт, где все рекомендации они находятся для удобства нахождения, а также тренинги и операционное руководство. И в заключение краткая вот эта история, да, уже 12 лет насчитывает с момента, когда впервые молекулярный тест был рекомендован как первичный тест для диагностики туберкулеза. И по настоящее время и даже будущее. Да, то есть кожные пробы, которые я упоминал, здесь указаны, и множество других классов, ряд из них я упомянул. И что нас ожидает в ближайшем будущем? То есть ряд технологий, схожих с экспертом, могут быть рассмотрены в 2023 году при наличии данных. И, основное условие – это наличие данных, да, потому что невозможно ничего решить без данных. Целевое секвенирование также планируется в 2023 году. Далее на очереди, возможно, опять же, если технологии себя хорошо зарекомендуют, есть несколько видов. LAM-тест, который является тестом на выявление определенного вида белка в моче, но по характеристикам гораздо превосходящим имеющийся LAM производства Alire компании. А также другие образцы мазки из полости рта, которые легче проводить, собирать эти образцы, чем мокроту, и которые также могут проведены быть на имеющихся технологиях, например, Expert, если будет подтверждена эффективность, опять же, и на ряде других технологий, которые созданы для этого. Ну и более отдаленное будущее – это использование респираторов как средство для тестирования, то есть специальные впитывающие полоски, которые затем могут быть обработаны и на них проведен тест. Также дыхательные пробы, кожные пластыри и так далее. Ну, это более, так сказать,
отдаленное светлое будущее. И в заключение я выражаю благодарность моим коллегам, также членам групп разработки рекомендаций, сотрудникам программ, национальных программ и консультантам, всем, кто участвовал в разработке рекомендаций, которые я представил. И большое спасибо за внимание. Буду рад ответить на вопросы, если есть. Спасибо большое, Судех, спасибо, Алексей. Извиняюсь за регламент. Да, это мы сейчас у нас, наверное, самая большая задержка за последние 2 дня, уже минимум полчаса. Тем не менее, было очень важно услышать о последних изменениях. И в последнем слайде Алексей, кстати, напомнил нам, что нашему новому тесту GenExpert уже 12 лет. Так что спасибо. Следующее мы заслушаем сообщения из стран, которые являются очень интересными, поэтому хочу пригласить представителей Беларуси представить пример оценки функционирования диагностической сети. Это не я. It's not me. Yes. Беларусь. Николенко. Уважаемые организаторы, уважаемые члены встречи, разрешите поделиться с вами информацией об оптимизации лабораторной туберкулезной сети в Республике Беларусь. На данном слайде вы видите 2 алгоритма, которые по срокам они достаточно свежие. То есть первый алгоритм был включен в клиническое руководство, которое было принято в апреле 2019 года, утверждено. И там перечислены все методы, и один из основных методов, с которого начинается диагностика туберкулеза, это клиническое микроскопическое исследование по Цериль-Нильсону. Но уже в 2020 году вышли новые рекомендации ВОЗ, обновленный алгоритм, где на первом месте рекомендовано использовать GenExpert. И тогда же мы в содружестве при поддержке нашей супранациональной лаборатории из Гаутинга разработали новый алгоритм, где на первое место вышел GenExpert как диагностика. И уже на последующих этапах микроскопического исследования для определения инфекционной опасности, эпидемической опасности пациентов, LPA при положительных результатах или GenExpert, или микроскопии, и культуральные тесты с использованием автоматизированной системы JIT для диагностических пациентов. С 2009 года при поддержке Глобального фонда у нас началась оптимизация лабораторной службы. В 2009 году эта служба была достаточно объемной. Микроскопических лабораторий у нас было более 1300, то есть они были везде абсолютно. Но культуральных лабораторий тоже было достаточно много, около 100 лабораторий, то есть они были практически во всех наших районных центрах. Но вы видите, что уже в 2010 году было сокращено практически 60% культуральных лабораторий. В дальнейшем, и все это сопровождалось переоснащением оставшихся лабораторий, то есть тогда к нам пришли боксы биологической безопасности 2 класса, антиаэрозольные центрифуги. В 2013 году
количество лабораторий еще более сократилось. В 2013 году у нас уже начали использоваться джин-эксперты. Тогда же широко стали использоваться в лабораториях третьего уровня, это областные наши лаборатории, стали использоваться тесты LPA. В нашей лаборатории LPA начала использоваться с 2008 года, то есть с самого начала, как только этот метод был предложен. Но и вы видите, что на сегодняшний день у нас остается 12 лабораторий культуральных, одна референс-лаборатория, 7 лабораторий третьего уровня, это 6 областных лабораторий и 1 лаборатория в пенитенциарном секторе. И 4 лаборатории второго уровня, они относятся к туберкулезным больницам и проводят мониторинг лечения пациентов с использованием плотных питательных средств. В 2021 году в рамках проекта ПАС ТБРЭП 2.0 было проведено исследование по оценке потребностей в быстрых молекулярных тестах на областном и районном уровне. По результатам оценки была предложена закупка еще 20 аппаратов GenExpert, которые и были установлены в конце 2021 года. И на фоне в ожидании, в преддверии поступления новых GenExpert'ов была проведена дальнейшая оптимизация лабораторной службы за счет сокращения лабораторий первого уровня. Этот процесс продолжается и сегодня, и мы намерены и в 2023 году продолжить дальнейшее сокращение лабораторной службы за счет сокращения лабораторий второго уровня и лабораторий первого уровня. Таким образом, мы планируем оставить около 42 лабораторий. На сегодняшний день GenExpert у нас есть в 32 лабораториях первого уровня. И мы ожидаем поступления 10-канальных машин для XDR туберкулеза, Эксперт XDR, и часть освободившихся машин из лаборатории третьего уровня планируем передать в лаборатории первого уровня. На данном слайде вы видите то, о чем я, собственно, говорила, и количество исследований в 2009 году, в 2019 году у нас уже было достаточно высокое количество исследований, но в 2020 году с началом ковида, вы видите, был существенный провал, практически 50%. В 2021 году мы уже начали возвращаться. И я думаю, что в этом году мы должны приблизиться к показателям 2019 года. Таким образом, у нас, в принципе, наблюдается стопроцентная доступность для пациентов быстрой диагностики. И достигается это за счет налаженной системы транспортировки. Из районных центров в закрепленные в те учреждения, где выполняется диагностика или комплексная, или лаборатории первого, второго уровня, оснащенные GenExpert'ами. На данном слайде вы видите количество исследований, ну и также вы видите, что в 2020 году был провал и по культуральной диагностике с использованием автоматизированной системы Bactec, но уже в 2021 году мы практически достигли уровня доковидного. И также
Вы видите слайд, таблицу, в которой представлена информация по доступности тестирования к препаратам второго ряда, и не просто препаратам второго ряда, а новым и перепрофилированным препаратам. В республиканской, в национальной референс-лаборатории выполняются исследования ко всем препаратам. И на сегодняшний день в лабораториях третьего уровня, это областные учреждения и пенитенциарный сектор, выполняются исследования клофазимин, линизолид для всех пациентов, которые в этом нуждаются. Для бедоквилина, деламонида и притамонида передаются штаммы в республиканскую референс-лабораторию, и эта система налажена хорошо. Таким образом обеспечивается стопроцентный охват и доступ к этим препаратам, к тестированию этими препаратами. В прошлом году было закуплено за счет средств грантов Глобального фонда секвенатор, но, к сожалению, в связи и планировалось обучение, к сожалению, вмешалась геополитика, и были все наши проекты в этом направлении приостановлены, но на сегодняшний день в рамках тесного сотрудничества с Европейским бюро ВОЗ, Европейской лабораторной инициативой началось, новые шаги предпринимаются, и мы надеемся, что в 2023 году, уже на декабрь у нас запланированы какие-то мероприятия обучающие. Надеемся, что в течение 2023 года наши сотрудники пройдут подготовку соответствующую, и к концу года мы уже сможем приступить к выполнению этих исследований. Также нашими техническими партнерами являются и Глобальный фонд, и Врачи без границ, и Комитет Зеленого света, которые оказывают всестороннюю поддержку во внедрении и дальнейшем развитии не только секвенирования, но и всех других мероприятий, которые у нас проводятся. Что у нас по системам управления? У нас есть система управления информацией, есть республиканский регистр туберкулез, который охватывает все лаборатории, и вся информация обо всех исследованиях, которые проводятся для пациентов с туберкулезом, она вносится в этот регистр туберкулеза, который состоит из нескольких компонентов, один из которых бактериологическая лаборатория. Таким образом, вся информация, которая идет со стороны лаборатории, она доступна всем фтизиатрам в любой точке страны, к которым поступают пациенты, они могут получить всю информацию по этому пациенту. На сегодняшний день проводится реинжиниринг и рефакторинг этого республиканского регистра, и мы надеемся, что он станет еще более функциональным и более оптимальным для использования. Также на сегодняшний день подано задание на закупку услугу по объединению всех аппаратов GenExpert в единую сеть. Управление качеством в республиканской референс-лаборатории, в национальной референс-лаборатории было начато еще в 2016 году, тоже при поддержке FIND, при поддержке Глобального фонда. И на сегодняшний день наша лаборатория имеет аккредитацию на соответствие стандарту медицинские лаборатории требования качества и компетенции. И в нашей стране эта система только начинает работать в рамках медицинских лабораторий. И наша лаборатория была третьей в стране и первой среди государственных учреждений. То есть мы были такими первопроходцами в этом направлении. Также начата система внедрения качества в лабораториях третьего уровня с 2018 года. Но это процесс не быстрый, но он идет уже. В рамках своей деятельности лаборатория осуществляет мониторинг деятельности лабораторной сети, который обеспечивается за счет мониторинговых выездов ежемесячных. У нас есть машина, закупленная за счет гранта Глобального фонда, средств гранта.
Ежемесячно в течение 3 дней осуществляются мониторинговые визиты. Есть группа по мониторингу, в которую включены и сотрудники лаборатории. Также ежеквартально собираем индикаторы качества лабораторной деятельности, отчеты по остаткам реагентов и расходных материалов. И, к сожалению, в наше время, в нашей ситуации, когда есть эмбарго, есть вопросы, которые от нас не зависят, мы также занимаемся тем, что перераспределяем внутри страны реактивы и расходные материалы. Если где-то заканчиваются расходные материалы, а в других лабораториях есть чем поделиться в ожидании очередной поставки, которые, к сожалению, тоже задерживаются. Ну и наша лаборатория проводит внешнюю оценку качества для фенотипических и генотипических ТЛЧ для лабораторий 3-го уровня. С какими проблемами мы сталкиваемся? Это я уже упоминала, задержки с поставками оборудования и картриджей GenExpert XDR. Мы рассчитывали уже давно начать, ну, как минимум с начала года начать выполнение этих исследований, тем более, что наша лаборатория проводила испытания, оценку этих XDR картриджей в 2020 году. Но вот мы ожидаем ответа, когда же нам все-таки ждать оборудования и картриджей XDR. Это очень актуально на сегодняшний день, потому что у нас также заканчиваются тесты для LPA Genotype, потому что, опять же, в рамках эмбарго, в рамках санкций мы не имеем возможности закупать эти тесты. Но и к проблемным вопросам относятся также чистые субстанции к новым препаратам, которые не входят в каталог GDF, и, к сожалению, их нам глобальный фонд не может закупать, в то время как все остальные субстанции они закупают и обеспечивают нас бесперебойно. Какие наши следующие шаги? Это использование GenExpert в качестве первоначального теста. Ну, собственно, этот тест у нас уже выполняется, и сейчас мы ожидаем уже подписания нового приказа о внедрении нового клинического руководства, в которое войдет информация о том, что XDR, GenExpert является первоначальным тестом. Использование платформы GenExpert для тестирования нескольких заболеваний, собственно, мы это уже освоили. Мы выполняли в своих лабораториях исследования для определения вирусной нагрузки для ВИЧ и для тестирования ковида во время пандемии. Дальнейшая оптимизация лабораторной туберкулезной сети – это то, что нас еще ждет, и то, что мы планируем сделать в ближайший год-два. ТЛЧ к новым препаратам во всех лабораториях 3-го уровня, то есть это следующий шаг. Когда будут доступны в достаточном количестве субстанции, мы проведем обучение лабораторий 3-го уровня, и они самостоятельно начнут внедрять, что ускорит получение результатов. Внедрение комплексных интегрирующих данных в систему управления лабораторной информацией, внедрение системы управления качеством во всех лабораториях, которые выполняют исследования на туберкулез, в том числе и методом GenExpert. Соблюдение мер биобезопасности во всех лабораториях, я об этом уже упоминала, что с оптимизацией лабораторной службы в начале 10-х годов у нас все лаборатории оснащены биобезопасным оборудованием, значительная часть лабораторий реконструирована, и своевременно проводится техническое обслуживание оборудования за счет средств государства. И надеемся, что в ближайшее время мы все-таки начнем выполнение секвенирования следующего поколения на основе ожидаемых рекомендаций ВОЗ, которые должны выйти в начале 2023 года. Спасибо за внимание.
much. I would like to invite our next presenter, Dr. Eduard Kabasakyan, who is director of the Armenian National Reference Laboratory. Am I already invited? Eduard, check. Andrei, can I start? Yes, we hear you well. Can we have a slide beam? Yeah. First of all, before providing slides presentation, I would like to thank you for inviting me to represent Armenian experience, and I will talk in Russian. So I am waiting for my presentation. It's Alexei Korobitsyn presentation. Just a second, Eduard. Yep. We'll display your presentation. Снова здравствуйте, коллеги. Рад приветствовать вас рад приветствовать вас в рамках гибридной версии встречи, региональной встречи. И рад также поделиться с опытом в диагностике, в качестве стабильности получения результатов. И надеюсь, это будет интересно. И попытаюсь наверстать, скажем так, время, показать все это быстро. Я сегодня представлю пример того, как обеспечить стандартизированную первичную диагностику с гарантированным качеством до начала лечения, от начала лечения до последующего наблюдения. Next slide, please. Я предоставлю некоторую информацию о текущей ситуации в Армении. Сейчас у нас лабораторный алгоритм был обновлен в 2019 году на основе тогдашних рекомендаций ВОЗ, где эксперт ультра был введен в качестве начального теста. Ну, в качестве информации могу сказать, мы уже начали применять эксперт ультра с 2018 года. И уже на сегодняшний день GeneXpert техника уже есть в некоторых районах, как и в НРЛ, и мы делаем первый тест Эксперт Ультра. Также хочу сообщить, что также были внедрены TBLAM тесты и Эксперт XDR картридж, соответственно, в 2019 году и в 2022 годах. И уже есть хороший результат по TBLAM. Эксперт XDR был представлен в Армении с начала сентября этого года. По внешней оценке качества проводится в национальной референсной лаборатории город Бостон. Мы делаем FTLC, фенотипическая лекарственная чувствительность. И это хотел бы сообщить, что это панельное тестирование, только предназначено для тестирования фенотипической лекарственной чувствительности. К сожалению, у нас на данный момент нет генотипической. Next slide, please. Важность оценки. Здесь в данном случае представлены вот некоторые особенности, которые мы можем встретить при оценке, внешней оценке качества. Ну, всем в лабораториях не секрет, что мы немножко более чувствительно относимся к этому панельному тестированию, и бывает такая ситуация, при котором, или, скажем так, соблазн, при котором панельные тесты часто обрабатываются с большей тщательностью, чем другие образцы. Также обрабатываются опытнейшими лаборантами, то есть имеющие достаточно хороший опыт и стабильность результатов, а тесты также могут быть повторны, чтобы избежать ошибок. Что на самом деле, конечно, нивелирует или там снижает качество самой этой внешней оценки качества и, скажем так, скрывает некоторые огрехи в работе.
Очень хотел бы с большой радостью представить инструмент, который был разработан коллегами из ВОЗ и консультантами. Называется 360 DST CAD, которая переводится как контрольная панель оценки качества теста на лекарственную чувствительность, которая позволяет комплексно, регулярно, беспристрастно оценивать качество продуктов тестирования, обеспечивая качество как фенотипического, так и генотипического ТЛЧ. Проверку диагностических процессов, используемых в лабораториях, выявление недостатков и ошибок в системах управления качеством лаборатории, а также может генерировать некоторые предложения по улучшению. В целом я могу сказать, что это, скажем так, перечень вопросов, это самая составная часть системы менеджмента качества, но именно направлена на обеспечение качества проведения DST и не только на протяжении от начала, от инициирующего теста, как GenExpert Ultra, до конечных тестирований на генотип и фенотип другими методами, включая новые лекарства, бета-аквилин, деламейн и так далее. То есть это универсальный инструмент для оценки качества проведения тестов в лаборатории. Next slide, please. В целом, что из себя представляет этот инструмент? Вкратце я могу сообщить, что в 2021 году нам посчастливилось участвовать в пилотной программе внедрения этого инструмента. Армения наряду с Грузией были первыми в использовании этого инструмента. В Армении был своеобразный онлайн-формат, при котором наш сотрудник ВОЗ вместе с нашими коллегами оценивал в онлайн-формате. В Грузии было это в виде офлайн-формата. Что оценивалось? На самом деле оценка шла алгоритмов диагностики, надлежащей лабораторной практики, общие показатели качества. Это перечень вопросов, на которые документально нужно было отвечать. Основные мероприятия по обеспечению качества, первичные диагностические тесты на АТБ, лекарственную устойчивый туберкулез, последующие диагностические тесты, включая линейные зондовые анализы, автоматизированные, не идти низкой сложности для выявления устойчивости к изониазиду, устойчивости к противотуберкулезным препаратам второго ряда, сбор образцов, исследования культуры ТБ, фенотипическая ТЛЧ и концентрация лекарств, сама процедура фенотипического ТЛЧ и, конечно же, контроль загрязнения. Next slide, please. В целом представлю некоторые результаты этой пилотной программы, которая происходила в Армении в 2021 году, а также было reassessment, то есть переоценка результатов в 2022 году. Были привлечены, как я сказал, один независимый оценщик со стороны ВОЗ и два специалиста лаборатории. Участвовал я и наш специалист, который сейчас в зале находится, Изабелла Логан, за что благодарен, очень сильно помогла мне. 8 дней в режиме полурабочего дня онлайн-сессиями была проведена оценка. Были даны ответы на более чем 500 вопросов и было правильно более 120 документов. Чтобы представить все это, мы в онлайн-виде, в виде Excel, в котором прикреплены документы, все это предоставляли, просматривалось с независимым оценщиком и на основе этого уже подтверждали результаты, либо находили ошибки и так далее. Могу как заключение к этому слайду сказать, что общий прогресс с 2021 года повысился на 8%. Это неплохо в целом, достиг 85%. В целом неплохо, но, конечно, хотелось бы лучше. Ждем дальнейших улучшений в системе менеджмента качества и так далее. Next slide, please. Чем важно исследование диагностического алгоритма на пути к качеству исследований, обеспечения результатов? Это необходимо для того, чтобы понимать и быть уверенным, что
правильные клинические решения были приняты и обеспечить современное успешное лечение, и при этом избегая избыточного тестирования. Диагностический алгоритм является частью оценки инструмента DST QAD и оценивает надлежащую лабораторную практику и общие показатели деятельности лаборатории. Ежедневная связь и консультации с НРЛ, предоставление исчерпывающих данных, алгоритма принятия решений Комитета по лекарственной устойчивости на основе недавнего руководства нашими коллегами, врачами, непрерывный мониторинг лабораторных результатов, внутренний мониторинг, аудит и так далее обеспечивают условия для следования клиницистским диагностическим алгоритмам. То есть мы как бы держим руку на пульсе и стараемся не позволять и клиническим, и врачам, и самим себе отклоняться от алгоритма, что приводит к стандартному подходу к диагностике. Next slide, please. О чем я вот недавно сказал, использование стандартизированного подхода к анализу данных является одним из ключевых факторов обеспечения качества, а значит и доверия к результатам. Коммуникация как внутри лаборатории, так и между лабораторией и клиницистами важна для обсуждения и понимания причин получения противоречивых результатов. Они бывают достаточно спорными, которые в дальнейшем привели к тому, что мы организовали онлайн-консультации для обсуждения и получения необходимых рекомендаций от ведущих специалистов для сложных случаев диагностики и лечения туберкулеза. Next slide, please. Вот о чем хотела упомянуть, это 17-18 октября по запросу НТП ВОЗ и Национальная программа по борьбе с туберкулезом организовали виртуальный семинар, призванный помочь клиницистам лучше понять причины несоответствия результатов генотипического и фенотипического ТЛЧ и обсудить интерпретацию таких результатов, клинические последствия и необходимые действия. Это очень такая чувствительная тема, наверное, у всех моих коллег в Восточной Европе, вот, когда бывают разные результаты, resistance inferred, то есть подозрение на устойчивость, такие ответы, когда бывают, и что делать с этим клиницистом. И вот на это вот ответ был вот эта работа, семинара, это тренинг был, который вели ведущие ученые Клаудио Кёзер и наш коллега, уважаемый Инна Фризен, руководитель СРЛ, суправнациональной референсной лаборатории, в процессе которого мы, помимо того, что обсудили молекулярные основы проблем, а также и последствия, какие клинические последствия приводят к эти результаты, что брать в первую очередь и вторую. Но и конкретно мы изучили и представили 8 случаев, кейсов со стороны Германии и 4 со стороны Армении. Конкретно по этим проблемам мы получили очень четкие, очень обширные такие ответы, на основе которых мы в дальнейшем и будем руководствоваться для принятия решений. Next slide, please. В целом я хочу также отметить систему своеобразной коммуникации. Это форум на сайте OpenWHO, который идет по тестам по чувствительности, лекарственной устойчивости туберкулез, как интерпретирует результаты экспресс-теста. Этот форум нам дает очень интересную возможность, где можно в том числе и анонимно писать вопросы разного плана, разного рода, входить в контакт с ведущими специалистами в области диагностики, интерпретации результатов анализов и получать достоверные, скажем так, рекомендации, конкретные рекомендации по конкретным случаям. Так что я призываю всех очень активно использовать вот этот форум для получения ответов, так как все ответы уже публикуются прямо на сайте, вы можете также заходить и уже, может быть, даже получать сразу же непосредственно ответы на ваши вопросы. Next slide, please.
В целом, как-то обобщая все, что было сказано, хочу сказать, что для ранее быстрой и качественной диагностики лекарственно-чувствительного и мультирезистентного туберкулеза необходимо обеспечить доступ к рекомендованным ВОЗ быстрым молекулярным тестам. Это уже стало догмой и парадигмой для нас. Обновленный алгоритм для эффективного применения современных методов диагностики как в лаборатории, так и в практической деятельности врачей. И обеспечение качества на протяжении всего процесса, вплоть до регулярного анализа данных. И, конечно же, есть возможность получать такой качественный сервис, как дискуссионная площадка для клиницистов и специалистов лаборатории для предоставления сложных и противоречивых результатов, который поможет получить помощь от специалистов мирового класса, который у нас вот было в нашей практике. Next slide, please. И хочу, конечно же, выразить благодарность всем участникам всего этого процесса: Суде Сани, Наталье Шубладзе, Клаудио Козер, Ирина Фризен и наш страновому офису в лице Гайне Вукасян, конечно же, НКП и не в самую последнюю, но и в первую очередь всему персоналу НРЛ и лабораторной сети за бесперебойную и самоотверженную работу в это неспокойное время. Спасибо большое за внимание. Спасибо вам большое. Эдуард, за участие и вашу презентацию. Спасибо большое. И, уважаемые коллеги, сейчас я хочу пригласить доктора Вадима Тестова, заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Российской Федерации для представления опыта использования антигенного кожного теста для диагностики туберкулезной инфекции. Пожалуйста, Вадим Николаевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Итак, в начале моей презентации несколько слов о ситуации по туберкулезу в Российской Федерации. На этих слайдах вы можете видеть, что с 2000-х годов, когда мы имели пиковые значения смертности и заболеваемости, в настоящее время заболеваемость туберкулезом снизилась в 3 раза, смертность в 5 раз. В результате того, что последние десятилетия проблемы туберкулеза находится в центре внимания государства и обеспечена государственной поддержкой. Прежде всего, это постоянное гарантированное финансирование противотуберкулезных мероприятий. Удалось добиться вот этих результатов, и в 2021 году Всемирная организация здравоохранения исключила Российскую Федерацию из списка стран с высоким бременем туберкулеза. Тем не менее, у нас имеются действительно серьезные проблемы, которые необходимо решать. Прежде всего, это туберкулез с множественной и широкой лекарственной устойчивостью. У нас растут показатели заболеваемости туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, но вы можете видеть, что абсолютное число больных ЦМЛУ-ШЛУ в последние 6 лет неуклонно снижается. Также имеется стабилизация ситуации по туберкулез и ВИЧ-инфекции. Дополнительные проблемы, которые могут возникнуть в связи с пандемией COVID-19, это рост заболеваемости и рост смертности. И в этой связи особенно актуально внедрение новых методов диагностики и повышение качества противотуберкулезных мероприятий. В Российской Федерации в течение последних лет разработана целая линейка диагностических средств, и один из них – это диастин-тест, о котором сегодня уже говорилось. Что такое диастин-тест? Это препарат, содержащий рекомбинантные белки ESAT6 и ESFP10. Это белковый комплекс, который характерен для микобактерий туберкулеза, вызывающих заболевание туберкулезом у человека. Этот комплекс отсутствует, в частности, в вакцинных штаммах БЦЖ и в нетуберкулезных микобактериях.
Соответственно, этот препарат позволяет достаточно четко диагностировать именно инфицированность с штаммами туберкулеза, вызывающими заболевания. Препарат разработан в 2005 году, производится культурами, рекомбинантными культурами Escherichia coli, то есть кроме вот этих двух типичных для туберкулеза антигенов, другие туберкулезные антигены гарантированно отсутствуют. Препарат отличается большой чувствительностью и специфичностью, не дает ложноположительных результатов при вакцинации БЦЖ, отрицательные результаты при микобактериозах, небольшая неспецифическая аллергенность, высокая безопасность, экономически более выгоден для выявления одного случая больным туберкулезом. Применяется аналогично пробе МАНТУ, то есть это достаточно удобно для специалистов, особенно для сотрудников общей лечебной сети. Диагностическая эффективность и безопасность препарата исследовалась как на дорегистрационном периоде, так и в результате пострегистрационных испытаний. В частности, безопасность была испытана на 150 добровольцах, и получены следующие результаты. Специфичность диастин-теста 97%, среди группы, испытываемой на безопасность, побочные реакции не зафиксированы. Все результаты исследований как безопасности, специфичности опубликованы на официальном сайте clinicaltrial.gov, и вы можете с ними ознакомиться. Проведено достаточно много исследований сравнения диастин-теста с другими кожными и ИГРА-тестами. В частности, по результату системного анализа проведен метаанализ данных работ, и в 2021 году в журнале Lancet опубликовано данное исследование, сравнение тестов, включая диастин-тест. Как вы видите, наиболее высокая сравнимость диастин-теста показана по сравнению с ИГРА-тестами. Во всех случаях чувствительность сравниваемых исследований превышала 90%. Применение диастин-теста в клинической практике Российской Федерации. С 2009 года начато применение в группах повышенного риска по развитию туберкулеза. С 2014 года метод начал использоваться как скрининговый метод для скрининга на туберкулез детско-подросткового населения. С 2017 года данный тест обязателен для скрининга детей и подростков на туберкулезную инфекцию с целью формирования групп наиболее высокого риска заболевания туберкулезом, и это нормативные документы Российской Федерации. В 2020-2022 году применение диастин-теста включено в российские клинические рекомендации. Результаты внедрения диастин-теста в клиническую практику. Частота ложноположительных результатов при применении пробы МАНТУ в условиях вакцинации БЦЖ доходит до 70%. При этом применение диастин-теста позволяет в разных исследованиях от 65 до 99% снизить число ложноположительных результатов у вакцинированных пациентов. Использование диастин-теста организациями первичной медико-санитарной помощи. Ну, если первичная медико-санитарная помощь использует пробу МАНТУ, то фактически после скрининга, после выявления положительных результатов пробы при скрининге, все практически дети направляются в противотуберкулезную службу.
При использовании диастин-теста в настоящее время более 9% детей поступают в противотуберкулезную службу уже с диагнозом полностью обследованными. То есть это показывает эффективность применения диастин-теста в первичной медико-санитарной, в медицинских организациях первичной медико-санитарной помощи. У школьников 8-17 лет 37 раз удалось повысить выявляемость туберкулезной инфекции вот за счет только диастиновых проб. Более чем на 50% сократились затраты на проведение превентивной терапии в группах риска. Диастин-тест международных рекомендаций. Диастин-тест, применение диастин-тест методики и результаты вошли в сборник лучших практик ВОЗ. Кроме того, в 2021 году диастин-тест рекомендован Всемирной организацией здравоохранения как кожный тест. Регистрация диастин-теста. Ну, здесь этот слайд показывает, в общем-то, весь период разработки и внедрения препарата. 2005-2008 год – это исследование. В 2008 году препарат зарегистрирован в Российской Федерации. В настоящее время препарат зарегистрирован в Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, Молдове, Иране. В 2002 году исследования препарата начались в Бразилии. И в заключении несколько слайдов, которые, в общем-то, показывают в том числе и эффективность применения данного препарата при скрининговых исследованиях. Ну, во-первых, в 2021 году 97% всех впервые выявленных детей с туберкулезом были выявлены в том числе с применением данного препарата. На среднем слайде вы можете видеть, на среднем графике вы можете видеть динамику. Синяя линия – это детская заболеваемость последние годы, 0-14 лет, а зеленая – это заболеваемость молодых людей, 18-24 года. И вы с вами можете видеть, что вот в тот период, когда диастин-тест стал одним из основных скрининговых тестов среди детей в Российской Федерации, снижение на 39% заболеваемости молодого населения Российской Федерации. И последний слайд – это снижение числа умерших детей от туберкулеза. То есть оно тут тоже, вы видите, достаточно значимого. Таким образом, в заключение можем сказать, что диастин-тест показал себя как эффективный препарат, как для скрининга населения на туберкулез, прежде всего детского населения, и особенно применение его эффективно в странах, которые широко используют вакцинацию БЦЖ. Также применение данного теста эффективно в комплексе диагностических мероприятий для диагностики туберкулеза. И, наконец, использование этого теста, опять же, в странах с высоким охватом БЦЖ вакцинации существенно позволяет снизить нагрузку на специалистов и, соответственно, переориентировать их на проведение реальных противотуберкулезных мероприятий и повысить их качество. Ну и буквально в заключение хотел бы сказать, что в настоящее время в нашем центре и в нашей стране продолжаются исследования по новым технологиям. В частности, в принципе, мы надеемся, что в России уже сейчас по существу имеется полная линейка технологий молекулярно-генетического выявления туберкулеза и определения детерминант лекарственной устойчивости возбудителя. И в ближайшие годы, я думаю, эти работы будут продолжены, и, в принципе, Российская Федерация будет полностью обеспечена собственными основными технологиями для диагностики туберкулеза. Благодарю за внимание. Спасибо вам большое за оперативность в том числе. Но, однако, уважаемые коллеги, я хочу обратить ваше внимание, предложить следующую формулу. У нас идет задержка по времени довольно значительная, поэтому сейчас уже время кофе-брейка. Предлагаю сейчас прерваться на чай-кофе.
Сейчас 15:45. И, пожалуйста, хотели вас просить быть обратно ровно в 16:00, то есть 15 минут, если такая формула устраивает. После этого мы перейдем к оставшимся презентациям Михаила Натавана и Кристенса и посмотрим, что остается в конце для страновой работы. Спасибо. Нормально? Кофе-брейк.
our next speaker, Michael Wallach from WHO Ever. Спасибо огромное и снова добро пожаловать в зал. У нас традиционно обзор домашнего задания, но я попросил у наших коллег из Кыргызстана, мы уже все научились использовать этот инструмент, да? Как мы смотрим на региональный план, что у нас запланировано по приоритетным действиям для государств и стран-участниц, и насколько это соответствует тем планам, прописанным в национальных стратегиях на сегодняшний день. И просто чтобы показать, что у нас домашнее задание выполнено, да, мы сейчас уже на сессии номер 5, и с любезного разрешения Кыргызстана, стратегический план 22-26 год, мы покажем, что мы сделали это домашнее задание. Вот, и следующая наша рабочая сессия будет пройтись по вкладке 1D, связанной с диагностикой, выявлением туберкулеза. И мы видим, что, конечно же, есть ряд вопросов, которые не были включены. Одно из которых мы бы хотели показать, это использование анализа пути пациентов для оценки необходимости, да, и обеспечения доступа к диагностическим средствам с использованием этого метода, который включен в рекомендованные практики по исследованиям. В то же время в Кыргызской республике это исследование было проведено в 2021 году, но оно не было запланировано. Да, поэтому результаты этого исследования и его рекомендации, их внедрения будут приоритетом для страны. И так мы можем пройтись по всем абсолютно приоритетным действиям. И я бы не хотел на это тратить очень много времени. Я бы хотел передать слово моему коллеге Тому Хайту с тем, чтобы он показал, как мы можем использовать теперь еще один инструмент, о котором мы говорили в самый первый день, и показать, как используется это для моделирования, да, в зависимости от того, что у нас меняется. Том, пожалуйста, I will pass this to you. Thank you very much, Mikhail. So I already see we've gone around the tables a bit yesterday and today, and there's been a lot of excellent brain work going on, I think we've seen. I've been really impressed with how you have engaged with the regional action plan. I've seen the tool that, the alignment tool that Mikhail has presented, that we're going through this systematically, and it's been really excellent to see. So I just wanted to highlight some things for this other tool, just in case anybody is stuck, and maybe now with this session, you're more familiar with the other tool, then you can start engaging more with this as well. So I have Andre in the back doing a wonderful job helping us through with this session, with this. And if you would like in your own laptops to follow along, then you can see, in case you're getting stuck, where to download or how to use it. Feel free to follow along as we're doing it, and we can do it together. So actually, Andre, maybe we can start with the folder. Yes, this screen, precisely. You read my mind. So from this screen, if you would like to see the tool, it's actually in the same place as the tool, the other tool you've been using. You see here under background documents, I think, is not right, Andre? Number 2? Okay, fine. There we go. I learned something new. So if you saw where, oh, this is interesting. Great. Can you go back to the background documents, Andre? And this one on the very bottom, TBREP NSP alignment tool. Can you open this one in English? So it's in 2 locations.
which Andre told me, but I wasn't paying it close attention. So you can see this here. So the first thing you would like to do once you open this is to save your own copy onto your computer. Because if you don't, then all your changes will be changed when somebody else makes their changes or if we do an update. So if you go to Save As you see Andre doing here, you can download a copy of this file to your own device. And then you're working on your own, you can make whatever changes you want. Nobody will be able to mess up, okay? And maybe better also, you can open this in Excel. It's a little bit of a cleaner interface. Very good. Anybody have any questions so far? Feel free to stop me. You can raise your hand if you're stuck, if I've gave directions that don't make sense. All right, from here, then the first step is you can select your country. Do I have anybody here who would like to volunteer their country to be the one that we select? Maybe I can ask my fellow table mates from Georgia. Can we select Georgia? Is that okay? Okay. So Andre, please select Georgia. And as you can see, when we do select Georgia, then it updates automatically for the information of Georgia. And you can see, as I described yesterday, you can see the orange line and the blue line and the dashed lines as well. So across the top, you have our three major targets from the TB Regional Action Plan: mortality, incidence, and RIF resistance treatment success. And what we're doing with this is we're playing with these numbers to see how this blue line might be affected, okay? Now you see on the bottom part here, starting with row 49, this first section, people at the center, is what we did on the first session. The first time you engaged, we already covered these two indicators. And as I mentioned before, this value, this pre-pandemic value or current value, because this doesn't come from the global TB database, this is not routinely collected, you can change that one to make it more accurate. It's just been put at a default value to start with. Then if we go down to the next section, you see prevention and systematic screening, which was the second session we've done. And now we're moving on to the next one after that, which is on diagnosis. So you can see early diagnosis. These are the indicators, starting with percentage of notified new and relapsed TB patients tested using WHO recommended rapid diagnostic tests. So same as what we see in the TB Regional Action Plan. It's the same. You can see even the purple color is the same as the other tool. And this is what we're working with. So for example, Georgia might take this as an example to play with these numbers. So in this first indicator on 1D, the one of being tested with WRDs, the pre-pandemic value that was reported by Georgia is 84%, right? So that's what they might be capable of. Now you see it's protected there. He can't change that value because that's what's already in, right? The current value reported this last for 2021 is 93%, which is excellent. Now the orange column, what we want to see is the scaled up value, which is already set at the target 2030 of 95%. Now this has a very basic formula in it, which you can delete, that's fine. You can put whatever you want into that. It's just putting something in their default for you to start with. So for example, Andre, can you change that value to 0% and see the changes that it makes on the graph, if it makes something? Does it make any difference? You see the line in the RIF resistance treatment success, the blue line changes, right? Because the assumption there is that if we're not diagnosing with WHO recommended rapid diagnostics, we don't know immediately if they're drug resistant. Therefore, we have a delayed treatment. Our treatment success is going to be effective. So that's the idea with that, right? Now you see mortality and incidence less affected, right? And maybe you could argue, well, I think they should be more so, which is also fine. So as you're going through this, pay attention to that orange column and change that to see what kind of things that might make sense. And then start imagining, you know, for example, for Georgia, already they're at 94% treatment diagnostic with rapid diagnostic test, which is excellent.
So there's not a lot of room for improvement there, which is great, but go up to 100% is excellent. That's what we want to see. But then probably other areas need to be accelerated in order to achieve the targets, that kind of thing. Has this been helpful? Is this clear how to use this? Any questions? Can we have another indicator? Sure. Should we do another example? Okay. And let's have another country. Another country. Anybody else want to volunteer? Thank you, Georgia, for being so willing. Uzbekistan. Excellent. Please, let's do Uzbekistan. Very good. All right. So for Uzbekistan, maybe let's go to the, can we go up to the TPT target? Maybe that's one from yesterday. I think there we are. So TPT coverage in childhood TB contacts aged less than 5 years. So this is 1B2. All right. So pre-pandemic value was 5%. Current value is at 6%. Scaled up value, 95%. So that's obviously a huge increase. Maybe in Uzbekistan, we think, okay, this is unrealistic for us to jump from 6 to 95%. But if we change that back to say 50%, then we can see how this shifts, right? And you can see incidence shifting a bit based on what has been reported here, right? And again, here, RIF resistance treatment success isn't really effective, right? So in fact, it's not modeled at all. We say that TPT isn't going to make any difference for RIF resistance treatment success. Maybe you think otherwise, but that's kind of the assumption we were going for. Okay, so change those numbers, use Control Z, Control Y, and flick back and forth to see what happens to the graph. You can dig into the formulas, you can see them there and see if the changes make sense to you, those assumptions make sense. And then we can build this up day by day and say, okay, we could work really hard and get our TPT up to 50%, right? We could work really hard and get our rapid diagnostics up to 95% to be like Georgia. If we can do that, what might we expect to see? And see if those make sense to you, okay? With that, I will stop there. And if you have any questions, please raise your hand and we're more than happy to help during the group work. Thank you very much. Thank you, Tom. Сейчас, пожалуйста, Натаван Алиханова, следующая в нашем солидном списке, представит продукты, касающиеся диагностики и доступные через Global Drug Facility, GDF. Спасибо. Добрый день. Еще раз, это снова я. В этот раз по продуктам, связанным с диагностикой. О наличии и стоимости продуктов по диагностике через платформу StopTB Global Drug Facility. На английском назад, пожалуйста. Вот это второй, а потом третий. Они не параллельно просто идут. Ага, спасибо. Все урегулировали. Значит, как вы видите здесь на слайде рекомендации ВОЗ и, соответственно, каталог GDF. Каталог GDF включает в себя средства диагностики, медицинское оборудование и другие средства. И содержит в себе более чем 500 продуктов в своем каталоге. Каталог обновляется практически ежеквартально и иногда даже чаще. И это зависит от той продукции, которая включается в этот список на основании проводимых тендеров, а также, соответственно, конечно же, рекомендаций ВОЗ. Это диагностическая такая, это, скажем так, стримлайн, да, то есть на протяжении последних лет, более, скажем так, 15 лет,
какие диагностические тесты включались в каталог GDF, что у нас имеется, и хронологически вы видите, что и GenExpert появился в 2011 году, и игры в 2019, и, конечно же, 2020 год ознаменовался тем, что тесты на ковид появились в каталоге. Вот эти отмеченные в серых квадратиках продукты пока недоступны, временно исключены из каталога. Однако, как вы видите, в 2021 и 2022 году также большое количество рекомендованных новых продуктов для диагностики включено в каталог GDF. В частности, это мы остановимся сегодня и на тесте для выявления, для тестирования на чувствительность к пирозинамиду, и на портативных рентгенологических установках и компьютерном обеспечении искусственного интеллекта для прочтения рентгенограмм, а также, конечно же, десятицветный GenExpert и TrueNAT. Ну, приступим к тому, что посмотрим более внимательно, что у нас есть по диагностике. И хотелось бы сказать, что все страны нашего региона имеют право закупать продукцию через GDF, нет никаких ограничений. И нам очень приятно, и мы всегда с гордостью говорим о том, что политическая декларация, то, что было, скажем так, почти 4 года назад, то есть то, что повторится в следующем году и было 4 года назад, приняла один из пунктов, который призывает использовать партнерство «Остановить туберкулез. Глобальный лекарственный фонд» как платформу для закупки и средств диагностики, и лекарственных средств для стран. Извиняюсь, на этом слайде вы видите количество стран, закупающих сейчас из нашего региона продукцию через GDF. Здесь есть деление по источникам финансирования. И, конечно, видно, что глобальный фонд, все, что покупается через глобальный фонд, идет через GDF, и количество стран растет с каждым годом. В данном случае, в 2022 году их уже 9 из 10 стран нашего региона. Если мы перейдем к тестам, непосредственно к диагностике и к тестам. Сегодня вы уже слышали несколько раз о том, что ВОЗ в последнем руководстве рекомендовал тесты, быстрые тесты для диагностики туберкулеза. И разделил эти тесты на несколько групп. Все, что представлено здесь, есть в каталоге GDF. В этом списке представлено все, что рекомендовано ВОЗ, за исключением 2 тестов. Это Abbott и Cobas, которые относятся к группе автоматизированных НААТ средней сложности, то есть автоматизированных тестов амплификации нуклеиновых кислот средней сложности. 2 теста Abbott и Cobas недоступны через GDF, остальное доступно, включая то, что один из тестов ожидается в начале первого квартала следующего года. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что из быстрых методов молекулярной диагностики есть такой аппарат, очень многие интересовались, это TrueNAT. В данном случае на графике, на картинке представлен однослотовый автоматизированный анализатор. И также новый и очень интересный аппарат – это BDMAX, который относится как раз-таки вот к этой группе автоматизированные тесты с амплификацией выделения нуклеиновой кислоты средней сложности. Тоже является одним из инструментов для быстрой диагностики. Могут тестировать на лекарственную устойчивость к рифампицину и производят до 24 тестов за 4 часа. Хотелось бы также страны обратить внимание на то, что, может быть, кто-то пропустил, но ВОЗ в первый раз включил определенный тест, который определяет, который, с достоверностью определяет у нас устойчивость к пирозинамиду. Мы знаем, что другими методами, обычными методами это сделать было сложно. И вот методом на основе обратной гипотезации компания Nipro предлагает такой тест. Здесь, на этом слайде вы видите 2 информационных сообщения от Цефейда. Конечно же, представитель Цефейда тоже здесь, но мы, как благонадежные партнеры, всегда информируем, идем в русле с основными информационными источниками. В июне и июле 2022 года Цефейд дал 2 информационных сообщения о том, что 6-модульные машины, 6-модульные
шестицветные системы прекращают производиться, однако будет происходить в дальнейшем техническая поддержка и замена модулей для шестицветных машин. Причина – это переход на десятицветные технологии для возможности использовать XDR-картриджи. Как мы все знаем, это дает нам возможность быстро выявить устойчивость к изониазиду по разным таргетам, к фторхинолонам, что является очень важным, особенно сейчас, когда мы переходим на новые короткие режимы лечения как для лекарственно-чувствительных больных, так и лекарственно-устойчивых больных. Определение устойчивости к фторхинолону и к изониазиду очень важно добиваться в короткие сроки. Второе информационное сообщение от июля 2022 года говорило о том, что с простых картриджей MTB Reef мы переходим на MTB Ultra, поскольку они тоже обладают значительными преимуществами и по скорости действия, и по чувствительности метода, и по точности своего ответа. Со стороны десятицветной технологии хотелось бы обратить ваше внимание, что через платформу GDF вы можете либо закупить новые картриджи, новые, извиняюсь, инструменты, то есть 10-модульную машину, к ней баркод и лаптоп, либо десктоп, и все аксессуары. Здесь вы видите стоимость двухмодульных и четырехмодульных машин. А также вы можете использовать имеющиеся у вас шестицветные машины, но при этом иметь такой переходник, гирляндное такое подключение, когда новая десятицветная машина без своего лэптопа, без баркода будет подключена к имеющейся у вас системе, однако надо быть уверенным в том, что операционная система, установленная для этой машины, будет разрешать вам читать десятицветные результаты десятицветной машины, десятицветных картриджей. Ну и стоимость здесь тоже была представлена в данном случае, если делать вот по такому подходу, да, модификацию. На этом слайде я хотела бы остановиться внимательно, потому что сегодня мы слышали о том, что некоторые страны не имеют возможности получить в достаточном количестве бедеквилин и деламонид. Через GDF-платформу вы можете получить тесты для определения лекарственной чувствительности на все препараты, кроме бедеквилина, деламонида и притамонида. С притамонидом все понятно. Пока нет разработанных протоколов и критических концентраций, поэтому притамонид, тест субстанции для тестирования на притамонид мы предоставить не можем. Что касается бедеквилина и деламонида, уже не первый год страны получают это в рамках бесплатной программы поставок этих двух тестов. Единственная, как бы, скажем так, трудность, видимо, для стран вызывает то, что им приходится объяснять либо доказывать перед организациями, которые предоставляют эти субстанции бесплатно, о том, сколько им нужно и почему им нужно больше одного флакона. То есть здесь чисто техническая процедура, когда страна должна объяснить, что она это использует не в операционных исследованиях, не в каких-то клинических испытаниях, не для продажи, а для использования, для тестирования на лекарственную чувствительность для туберкулезных больных в рамках туберкулезной программы. Если у вас есть какие-то еще вопросы по этим двум субстанциям, пожалуйста, обращайтесь, мы здесь до конца недели. Что касается медицинского оборудования, многие страны знают, что у нас есть ультрапортативные цифровые рентгеновские системы двух видов, это Fujifilm и Delft, а также компьютерное обнаружение на основе программного обеспечения искусственного интеллекта. Также два поставщика. Многие начали уже закупку. Более 20 портативных рентгеновских аппаратов закупили 6 стран нашего региона на сегодняшний момент. Здесь представлены сравнительные небольшие показатели характеристики этих двух аппаратов, Fujifilm и Delft. Видно, что они оба легкие, оба имеют питание от батареек. Delft имеет питание от солнечной батареи. Один из них имеет возможность сделать 100 снимков на одной зарядке, другой 200. По цене они, естественно, отличаются в связи с этим и имеют определенные исключения по использованию у детей.
Что касается компьютерного обнаружения, то есть операционной системы, так называемое компьютерное обнаружение на основе программного обеспечения искусственного интеллекта, CAD, да, то, что вы знаете как CAD, более 20 таких программ также закуплено 5 странами нашего региона. Здесь тоже представлены некоторые программные характеристики, а также ценовые на данное обеспечение, операционное обеспечение. Они могут работать, как вы видите, да, онлайн, офлайн и гибридное подключение. CAD CAD for TB software доступен онлайн и офлайн. Какие есть ограничения по возрасту и цена, соответственно. Здесь хотелось бы сказать, что здесь цена обеспечена тем, что здесь постоянная лицензия на использование операционной системы, и не надо продлять лицензию. Вот это так, как будет выглядеть снимок при использовании Infrared и же CAD4TB программного обеспечения. Видно, что они на самом деле различаются и показывают, но тем не менее оба показывают, выдают на дисплее всю необходимую информацию для того, чтобы привлечь внимание не специалиста даже к тому, что они видят, либо цветовыми зонами, либо конкретным указанием на дисплее. У GDF есть дополнительные ресурсы на сайте. Сайт представлен здесь вашему вниманию. На сайте есть определенные информационные записки, информационные брошюры, которые позволяют ознакомиться с теми или другими методами диагностики, которые включаются в каталог GDF. Также имеется возможность определенные помощники, скажем так, материал, который помогает рассчитать необходимое количество тестов либо закупаемых машин для того, чтобы проводить те или другие виды исследований. На нашем сайте вы также можете загрузить лист, по которому можно делать заказ. Это Excel-файл, который внесет в себе перечень всех 500, более 500 диагностических продуктов, которые доступны через GDF. И этот лист включает в себя информацию как по продукту, так и по его цене и дополнительную информацию в виде сроков годности и так далее. Очень хотелось бы обратить ваше внимание на то, что в настоящее время, как вы очень хорошо знаете, весь мир продолжает сталкиваться с проблемами по доставкам, по цепочкам поставок. Есть большие нагрузки как на воздушные, так и на морские перевозки. Поэтому очень важно для стран делать заказы своевременно. Мы каждый раз повторяем, что цикл заказа начинается от момента подтверждения заказа и его оплаты. Все, что происходит до этого, оно вообще не берется в расчет. То есть время от доставки рассчитывается с момента его подтверждения заказа. А все, что делается на фазе обсуждения, решения, расположения заказа, это время не принимается во внимание. С момента подтверждения заказа и до его доставки проходит обычно 4-6 месяцев. То есть это вам, как бы, на самом деле, мы очень просим вас помнить о том, что не все в наших силах, и мы не можем влиять на цепочки поставок. Если резюмировать, то хотелось бы еще раз подчеркнуть, что более 500 диагностических продуктов, медицинского оборудования, реагентов с расходными материалами для лабораторий любого уровня доступны в каталоге GDF по приемлемым ценам и с лучшим условием доступа. Декларация Генеральной Ассамблеи ООН призывает все страны использовать партнерство «Остановить туберкулез» GDF для закупок. Доступные онлайн-ресурсы и инструменты на нашем сайте помогают странам при заказе, а также подаче предложений, application на финансирование глобального фонда. Программы по борьбе с туберкулезом. Мы просим вас размещать заказы на закупки как можно раньше, учитывая то, что я уже сказала, определенные сложности и ограничения пропускной способности на перевозки, и воздушные, и морские. Большое спасибо за внимание. Если у вас будут вопросы, мы все 5 дней здесь до пятницы и можем ответить дополнительно на все вопросы. Спасибо. Спасибо вам большое, Натаван. I would like to invite our next speaker, Christian Skorns from CEFIC.
Добрый день, дорогие коллеги. Добрый день. У меня большая честь выступить и большое преимущество присутствовать сегодня здесь и выступить перед вами. Мне, конечно, после такой презентации от Натаван, мне, наверное, только приходит добавить некоторые новости от Cefeida, которые, как уже Андрей упомянул, новые 12-летние технологии. Я хотел сфокусироваться на пару пунктов сегодня, если разрешите. И на самое главное, это будет, наверное, начну с тем, что миссия Cefeida все еще улучшить результаты, предоставляя молекулярную диагностику повсеместно. Я так наизусть, потому что я не вижу русский перевод там. Ничего. Сама платформа вам известна, я не буду заходить в детали. Да. Would you like the Russian on the stage? If it's possible, then yeah, can you swap it? Сама платформа вам всем известна, я не буду заходить технически в нее, но я хотел обратить ваше внимание и немножко напомнить то, что мы имеем на данный момент 10-канальные приборы, которые смотрят в будущее и будут развиваться, то есть будут предназначены для новых тестов, которые мы будем развивать. И хотел вам проинформировать по систему, которая называется Edge, GeneXpert Edge, которая в себя подразумевает одномодульный прибор, который работает на батарее, то есть одномодульный прибор плюс сканер, плюс батарея, плюс планшетный компьютер, на котором вы можете сделать 2-3 теста, скажем так, в полевых условиях при необходимости. И на данный момент мы имеем валидированные тесты на GeneXpert Edge. Это MTBRIF Ultra, который тоже одобрен ВОЗ, и мы имеем тоже ВИЧ, качественную и вирусную нагрузку, который или же преквалифицирован, или в процессе преквалификации. Ну, конечно, планируется, скажем так, внедрить некоторые дополнительные тесты в эту платформу по необходимости. Несколько слов о, скажем так, этой среде, где мы проводим тестирование наших пациентов. И если мы смотрим на пирамиду, сконцентрироваться, наверное, есть смысл больше на нижнюю часть, где мы работаем на пациента-ориентированный подход к помощи, да, где мы имеем центры микроскопии, где периферальные центры, которые как бы по статистике посещаются 53% пациентов, которые ищут помощь. И что я хотел здесь с этими слайдами показать, это слайды, следующий слайд, что платформа GeneXpert действительно может объединить некоторые тестирования некоторых патогенов, то есть это туберкулез, это ВИЧ, это вирусные гепатиты, это еще другие заболевания, которые вы можете проводить на той же самой платформе, на том же самом приборе, на том же самом пациентно-ориентированном подходе. И более развернутом образе, то есть если мы смотрим, скажем так, центральную лабораторию, где мы, скажем, комфортабельно себя чувствуем при любом потоке, то если мы выходим уже на поле, то тогда мы можем смотреть на primary care, то есть поликлиники, это могут быть аптеки, где мы можем адаптироваться при необходимостях, это могут быть мобильные лаборатории, это может быть пенитенциарная система, пограничные пункты и, к сожалению, сегодня актуальная тема лагеря беженцев. И по поводу, скажем так, палета тестов, которые мы имеем сегодня, у нас, в принципе, такие 5 направлений. Первое направление – это респираторная панель. Вторая – это будет внутрибольничные заболевания. Третье – это вирусология и половое здоровье.
третье будет туберкулез и критические инфекционные заболевания и онкология. И на данный момент, как вы видите, здесь мы имеем 30 тестов в нашем меню, и в следующем развиваем следующие тесты в 23-м, 24-й, 25-й год. И насчет этого у меня есть некоторые слайды, что мы развиваем по линии туберкулеза. Как уже было упомянуто, у нас есть классический МТБ-РИФ тест, который был разработан или одобрен в 2010 году. Потом его наследник МТБ-РИФ Ультра, который заменяет МТБ-РИФ. Уже с следующего года мы не будем больше поставлять то есть предыдущий тест. И на сегодняшний день актуальный это тест Expert NTB XDR, который позволяет вам тестировать на устойчивость на лекарства второго ряда. И на что мы работаем? То есть мы работаем на двух тестах, которые, скажем так, будут разработаны в будущее. Это NTB-RIF Ultra в одном картридже с устойчивостью к рифампицину и исoniазиду, и диагностический тест туберкулеза на образце капиллярной крови. И здесь, наверное, стоит сказать один момент, что NTB-RIF INH тест будет работать на 10-канальном приборе, поэтому мы постепенно переходим на 10-канальные модули глобально. Это техническая информация по Expert NTB-RIF. Я не буду здесь во благо экономии времени. Это уже было презентовано Алексеем. Спасибо. Поэтому я перейду к сервисной программе, которая называется Access Care, которая была разработана, скажем так, по просьбе донорских агентств для, так сказать, sustainability базы приборов всемирно, потому что сегодня база приборов GeneXpert стоит на всех уровнях, но она, конечно, стареет. Ее необходимо поддерживать и ну, так сказать, да, поддерживать. Поэтому мы разработали систему Access Care, которая под себя подразумевает сервис, который представляет Cepheid сам. Это значит, что, то есть в чем разница? Это новый способ финансирования сервисного покрытия. То есть если до этого мы искали, скажем так, средства для местной логистики, для он-сайт визитов, мы искали там для налогов и так далее. То есть на сегодняшний день, там, где возможно это сделать, мы можем предложить программу Access Care, где Cepheid вам предоставляет полный сервис под ключ, где включено стоимость запасных частей, логистика, выезды инженеров и так далее. И это включено в небольшую надбавку над картриджем, которая посчитывается индивидуально в каждой стране. То есть это зависит от инсталляционной базы в стране, это зависит от потребностей картриджей в стране, и то есть это посчитывается индивидуально. Я должен здесь сказать один момент, что, возможно, не всегда мы можем такую систему внедрить. Это зависит от того, какие партнеры мы имеем в стране, как они могут поддерживать вот эту систему локально. И только быстро, на сегодняшний день 9 стран имеют эту программу. И то, что мы смотрим 3 таких главных фактора. Один фактор – это доступность системы, чтобы доступность системы и модулей была больше 95%. И мы смотрим, чтобы была своевременная замена важных деталей. То есть у нас критерий 10 дней до момента замены деталей. И под конец, последний слайд, я хотел показать вам отзывы от программы Access Care в Уганде. Это было от митинга PEPFAR, что они показали, когда они внедрили систему Access Care в первом квартале года. На левой стороне вы видите, у них повысилась выявляемость, ну, конечно, выросло общее количество тестов и повысилась тоже выявляемость.
Но что интересно, на правой стороне это не график отрицательного роста, как сейчас иногда говорят, но это показывает время до восстановления неисправности прибора. То есть если в начале при внедрении Access Care они имели 117 дней до ремонта, скажем так, восстановления прибора, то при внедрении Access Care в третьем квартале они снизили это время до 4 дней, то есть довольно критически. Эти были такие 3 главных пункта, но поскольку у меня небольшая шпаргалка есть с собой, вещи, которые я не мог вам показать на слайдах, потому что они не валидированы, и которые, я думаю, что вам будет интересны с начала 2023 года. То есть один из таких пунктов – это мы планируем снизить цену на cartridge Expert XDR до $14.90, который тогда совпадал бы на том же самом уровне, где у нас цена вирусологии. Тогда есть один момент тоже очень важный по переходу на 10-канальные приборы, на 10-канальные модули. Это в начале следующего года ожидается возобновление программного обеспечения, которое позволит иметь приборы так называемые гибридные, где вы в одном приборе сможете ставить и 6-канальные приборы, и 10-канальные приборы. Что это значит? Что, в принципе, глобально мы постараемся возобновлять инсталляционную базу по 2 линиям. Одна линия – это проактивно, а вторая линия – это реактивно. Реактивно – это значит, что при каждой необходимости замены модуля мы будем поставлять только 10-канальный прибор, 10-канальный модуль. Это значит, что вы постепенно, то есть реактивным образом возобновите свою базу на 10-канальный. Проактивно – это значит, что у нас в следующем году мы будем иметь такие, как сказать, пакеты апгрейда, где вы сможете проактивно закупить и возобновить прибор с 6 каналами на 10 каналами. Я думаю, что это с моей стороны все. Нет, один момент еще. Цена на модуль обмена не меняется, это все остается такой же самым, $900. То есть эти цены мы оставляем и не меняем уже 12 лет. Так что спасибо еще раз большое за уделенное время. Буду рад ответить на вопросы. Я здесь еще сегодня и завтра. Спасибо большое. Спасибо большое, Кристианс. Уважаемые коллеги, сейчас мне нужно буквально спросить организаторов. Я, в принципе, думаю, что у нас есть 2 варианта, 2 опции на оставшееся время, так как сейчас уже без 8 минут 5 и по программе заседания до 5:30 сегодня. Опции 2. Оскар, вы тоже выскажете свое мнение, если можно. Первое – это перейти сразу же к работе в странах, но с небольшой разницей, то, что мы не будем вас просить каждую страну представлять что-то, свои заключения, но в своей дискуссии сконцентрироваться на моментах даже не то, что сделано, а что нужно сделать, что не сделано. Это первая опция. Вторая опция, которая у нас родилась сейчас у модераторов, хотели скоординировать, если можно, и с организаторами, учитывая важность этой темы и учитывая то, что есть немного времени, может быть, посвятить ее вопросам и ответам, которые, я думаю, есть в аудитории, и учитывая то, что у нас находятся специалисты именно по лабораторному обеспечению, может быть, посвятить эти оставшиеся 38 минут вопросам и ответам. Как вы думаете? Кто за первую опцию, то есть дискуссии в странах? Предлагаю решать голосованием, демократическим путем. Давайте, кто за вторую опцию сначала, вопросы и ответы?
левое крыло. Кто за первую? Работа в странах. Меньше остальные воздержавшиеся, так что... Андрей, если можно еще раз кратко сформулировать две опции, может быть, коллеги не совсем поняли про варианты, какие предложены. Поэтому голосование как-то вяло прошло. Сейчас, я думаю, Оскар тоже. Да, короче, из двух опций вы пообсуждали, мы решили. Значит, мы работу в странах хотим предложить вам заменить заполнением вопросника как домашнюю работу, да? А сейчас, пожалуйста, уважаемые коллеги, если у вас есть комментарии, пожелания, вопросы к участникам, к выступавшим и персоналу ВОС и другим экспертам. Спасибо. Пожалуйста. Can I start? Please, Andrei. Christian, thank you very much for the presentation. It was an excellent one. I'm wondering whether you can provide us a solution for the laboratory interconnectivity of the products that you are providing to the National TB Register. Is it clear? Yes, thank you. That's always a painful question. So basically, there's the simple solution, which is the LIS system that we have, you know, the open sort of interface that you can download, and where also the so famous GX Alert is also, you know, retrieving data from the GeneXpert. And then there's the other one, which honestly I haven't been working on that team, but there is a cooperation between Cepheid with the WHO and an organization that I don't remember now from the heart that are working on an interoperability project where basically the data will be pulled out directly from the GeneXpert, and the data meaning only the necessary data without, you know, personal information and so on. But I haven't been on that team. I know that there is something going on, and I think maybe you are even more aware of that than me. Yes, please go ahead. Anna Cavaliero from NSF for Christian. So Expert Ultra now is recommended for stools, diagnostic in children, and is still off-label for Cepheid. Yeah, thank you. I think it will stay like this for some time because having this included into as a label sample type, it takes a lot of time and also a lot of efforts in terms of, you know, it goes through the clinical trials and so on. But I know that we are working on this to be included also in the package insert, so it should be on label. I don't know the timelines today. I cannot tell you the timelines because this is a very stretched. And this is not going to have any issues regarding maintenance from the machines, something happens during. No, technically there is no issue to use this sample type on the machine, technically, right? I'm not talking clinically, because the worst thing that can happen is that you can get an error and you lose the cartridge. But if the sample type is not prepared as it should be and so on. I think Gunther now, yeah. Можно, пока я задам один вопрос, тоже Кристиансу, чтобы уже как бы его завалить по полной нагрузке. Спасибо большое. Вот эта идея по Access Care, то есть в том числе добавление, включение в цену, в стоимость картриджа, в цену картриджа расходов на обслуживание. Это очень, в общем-то, идея хорошая и, как вы показали, очень хорошо работает. Однако есть некоторые, я думаю, возможные подводные камни при распространении вот этой идеи на другие страны. Одна из них, вы сказали, что добавляется этот коэффициент или это
этот объем в зависимости от объема тестирования, да. То есть в большой стране, например, в Южной Африке, в той же Уганде, например, картридж будет стоить не 10, а 10,20, 10,2. А в маленькой стране, как Молдова и большинстве стран нашего региона, хотя потребность большая, он будет стоил 10, а может стать 14, например, да? Это вы имели в виду? И как это можно? Потому что и тут возникает вопрос о справедливости. Да, спасибо, спасибо за вопрос. Скажем так, у нас два подхода. Один подход это Access Care, где мы можем подсчитать индивидуально, и поэтому я подчеркнул, что это индивидуально в каждой стране мы должны посмотреть действительно, какая ситуация. И второй подход это, конечно, те же самые гарантийные пакеты, которые мы разрабатываем дальше, чтобы включить в них тоже полный сервис. То есть в конце концов, скажем так, в гарантийных пакетах уже не будет входить обязательства потребления тестов в год. Да? И третий пункт еще, наверное, немаловажный, что по поводу Access Care мы действительно, у нас есть, я так слышал, что с глобальным фондом мы работаем вместе сейчас, чтобы разработать систему, так сказать, классификации. То есть, скажем так, классификации по инсталляционной базе плюс потребление тестов, и будут какие-то, ну как на английском tiers. То есть 1 tier, 2 tier, 3 tier, 4. И тогда мы сможем, скажем так, на регион или на там, группу стран распространить конкретно одну надбавку, одну, скажем так, сумму surcharge. $14 мы немножко преувеличили, но то, что я, например, видел, скажем так, это варьируется между $1 и $2,5-3 в этих рамках. Но решение действительно, тут надо подходить к каждой стране индивидуально на данный момент. На данный момент у нас нет решения, скажем так, группирования или какого-то глобального решения. Можно я сейчас? Да, спасибо, я спрошу на русском. У меня вопрос о будущем, да, насчет роли, например, Heinz. То есть, как мы раньше в этом контексте плохо говорить о выражении разоружения, да, но вопрос в странах, что делать? Сейчас технологии приходят, у нас есть эксперт Ultra, эксперт XDR, у нас все еще есть Heinz, по-моему, во всех странах есть секвенирование, есть бактег, твердые среды. Конкретно, что будет с Хайном, да, Line Probase, есть ли у него сейчас роль, сохраняется, он что-то дает, какой-то ответ, который нам еще нужен, или, в принципе, эксперт XDR, ну, заменяет все функции, и Хайн в странах не нужен будет, ну. Спасибо, Гунта. Вопросы и с микрофоном сразу. Так можно сказать, что некоторые коллеги помнят, одно время было один тест, да, микроскопия, даже культуры не было. Вернее, она была, но ВОЗ не имел четкой позиции. А это было примерно 20 лет назад. Вот. Сейчас ситуация изменилась. Тестов много. Выбирать стало труднее. Каждый тест имеет свои сильные и слабые стороны. Не было цели представить их, и это невозможно, наверное, да, это нужно иной формат посвятить целый день. Потому что действительно пропускная способность различается по точности, по чувствительности, по специфичности. Все это по финансовым затратам. Все это индивидуально и может быть использовано в разных ситуациях. Да, даже санкции имеют место быть. Вот. То есть нет определенного вопроса, да, что один тест заменит другой абсолютно. И я бы так сказал, что имеющиеся мощности, например, RPA, нужно сохранить в какой-то мере, если они уже были применены. И если они работают. Да, потому что LPA
этот метод, он подразумевает общую лабораторную подготовку персонала, которая нужна не только в туберкулезе, она и методы по выделению ДНК и так далее. Я бы не стал, когда выйдет новый тест, да, выкидывать все предыдущие, но взвешивать сильные и слабые стороны. Что? А вот это задача лабораторной сети в стране. Это невозможно ответить. Но новые тесты, они облегчают. Скажем, получить тест сейчас получить результат резистент гораздо легче и проще. И надо использовать эти преимущества. Конечно, можно поставить вопрос так. Применять новые тесты крайне желательно. Да? Обязательно все-таки нужно принимать имеющуюся ситуацию, но, скажем так, оценивая положительные и отрицательные стороны имеющейся лабораторной мощности. Запрета на LPA-тесты, негативной, отрицательной рекомендации нет. Возможно, они когда-то будут или объемы уменьшены, или даже, как вот, скажем, эксперт антибериф сейчас перестал выпускаться. Да, это будет другой вопрос. Будущее для LPA, если, опять же, вопрос Ubuntu более фокусировано, будущее не такое светлое, как в отсутствие XDR картриджа. Но оно есть, мне кажется. Спасибо. Go ahead. For Mabluda from Global Fund. So considering that bedaquiline is one of the really most important drugs that we have now, why we don't have bedaquiline DST available to Global Fund? It can be free of charge, but it has additional admin procedures that countries need to have. Why is that so? Why bedaquiline is for Mabluda global GDF, sorry. Thank you for this question. So this is not the, let's say that we just follow the standard which have the producer of these substances. So they are not allow this for commercial market. So this is the reason that this is not available in our catalog. So this product is not. It is a decision of the manufacturer, of the producer. So to not put in the market, to not commercialize it, to not sell. So this is the reason why we not couldn't open the tender and include it. So, but it's available through the system without any restrictions, so they can provide in any quantities. The countries just need to provide some supportive documents that they will really use this not for commercial use, but for the patients, for DST. Thank you. Dear colleagues, please, Paul. Just a small question to our colleague from GDF, which is, I'm very impressed that they're now handling the ultra-portable X-ray machines. I'm wondering whether there are any variations in the prices, like
depending on which type of country, depending on, I'm particularly interested because of their being used by civil society groups and wondering whether there's any special prices available. But I think the lady wasn't actually. Sorry, Yeah. we just had some internal relate. Could you just Sorry, repeat? just repeat briefly. Yes, please. I'm from TV Yes, we Europe know you Coalition. very well. But I was just wanting to ask, I like the fact that you're now handling the ultra portable X-ray machines. I was really just asking the prices that you had prices that you mentioned in your slides as presumably your standard price. I was really just asking, are there any variations in that either about different types of country, high burden, or whether particularly I'm interested in civil society, whether community groups might access some special rate and so on. Thank you for this question. So our approach is the equality, means that the same price for all over the world for any kind of partners, NGOs or entities or whatever. So this is the same price for any partner. Thank you for your question. I would just add, Paul, that probably in terms of who are using the machines, so whether it's civil society or formal medical services, there are rather variations in the countries. There are different types of regulations, legislation, and so on. There are implementers of these digital X-rays in many or most of these countries which are present in this room. So it would be good and interesting probably to hear from the NTPs regarding who are the providers of those services, whether, for example, civil society organizations are allowed to do this testing, or there are regulations which require that trained, licensed medical professional should be at least part of the team which performs these investigations. Yeah, just to add specifically to response to that point, the one particular case, one of the fairly early uses by a civil society group was in Azerbaijan. And on the point that you're mentioning, they did come to an arrangement whereby although the medical person wasn't necessarily there when the X-ray was taken, it was medically qualified people who looked at the results and determined what was the value of what had been collected. Colleagues, more questions, comments? Один из интересных пунктов, который я был очень рад видеть в презентации СУДЭХ, там было написано, что, я вот даже записал, People-Centered Rapid Diagnostics, то есть быстрая диагностика ориентирована на людей. Я так понимаю, что в этом это очень правильный подход, и здесь приоритизируется именно доступ и охват помощи, да? Но не, скажем, загруженность аппаратуры или оптимальное использование оборудования, которое тоже прямо на том же слайде есть. Да, я думаю, вот сейчас будет, послезавтра начинается следующая встреча с глобальным фондом уже имплементеров, и большинство стран будут готовить новые заявки. Я думаю, что этот вопрос, конечно, будет вставать. С нашей стороны, я могу сказать, со стороны партнерства StopTB и в плане стороны глобального плана, например, мы акцентируем внимание очень сильно на обеспечение доступности. То есть все люди, подозреваемые с туберкулезом, должны получить быстрые тесты, и даже расчеты инвестиций, которые были сделаны, они рассчитаны не на данное количество, к сожалению, делается очень маленькое количество тестов быстрых, если говорить по всему миру. Кристиан может меня поправить, но порядка 15 миллионов, да, тестов ежегодно проводится один эксперт, по крайней мере, что, в принципе,
плюс-минус 2 теста на одного человека с активным туберкулезом, что очень мало, конечно. Да. Это и глобально, и, к сожалению, такого же рода проблемы есть и в большинстве, в многих наших странах, где бремя устойчивости очень высокое. Так что хотел бы, чтобы на этот вопрос тоже обращать внимание. Надо, конечно, тестировать больше. Гульмира, пожалуйста. Спасибо за презентацию и вопрос, наверное, коллегам из Всемирной организации здравоохранения. Уже было затронуто, Елена из Беларуси говорила, что они на стадии оптимизации своей лабораторной сети. В нашей стране эти процессы тоже идут, но в то же время мы можем наблюдать, что в странах, если мы говорили раньше, на 5 миллионов населения одна федеральная лаборатория, одна профессиональная лаборатория, то сейчас почему-то идет такой тренд, что Астана уверена в том, что ей нужна одна лаборатория, а может две, а может быть три, потому что я понимаю, что есть заинтересованность определенного характера, а страна должна решить, куда мы идем, в сторону оптимизации, централизации, либо же в сторону угождения чьим-то интересам. И в этой связи вопрос такой: планируется ли проведение каких-либо оценочных визитов, насколько правильно идут процессы оптимизации, централизации лабораторий в нашем регионе, потому что мы реально в этом нуждаемся. Спасибо. Спасибо, очень хороший вопрос. Я думаю, действительно, он в первую очередь адресован коллегам из ВОЗ. Да, да, Алексей. Да, очень важный вопрос. Спору нет. Тут и двух однозначных ответов, по-моему, сложно представить, потому что, естественно, оценки нужны, ассессмент как бы и со стороны, потому что нельзя все время вариться в своем соку и не обмениваться мыслями. Насколько я знаю, во всем мире проводится и глобальная программа по борьбе с туберкулезом активно участвует в проведении миссий, оценочных миссий противотуберкулезных программ. Эти миссии имеют компонент туберкулеза, в смысле лабораторной диагностики, все основные компоненты. Это серьезное мероприятие. Мне несколько раз посчастливилось участвовать лично, но смысл в том, что это мероприятие, оно позволяет как раз провести анализ мероприятия и решить, какие мероприятия проводятся правильно, какие неправильно, что вообще считать правильным или неправильным в той ситуации, потому что нету такого. Раньше коллеги, может, некоторые помнят программу ДОЦ, да, с определенного времени начинаешь вспоминать, там, что было когда-то. Вот там было 5 мероприятий, это было, сейчас такого нет. Вот. И в дискуссиях, так сказать, рождается мнение, и эти мероприятия нужны и желательны. Вот. Кроме этого, возможно, в рамках проведения проектов, международных проектов Глобального фонда запланировать оценочные миссии, техническую поддержку. В первую очередь, конечно, это должно касаться супранациональных референс-лабораторий, да? Потому что тоже сложно, когда у многих людей разное мнение, как-то, когда много приезжает, каждый высказывает свое мнение, иногда сложно договориться, поэтому супранациональная лаборатория, она имеет информацию, имеет опыт, имеет часто хорошие отношения, ну, может, не всегда это, но тем не менее. Поэтому работать с партнерами супранациональной лаборатории, с миссиями, можно попросить какого-то эксперта помочь, можно обратиться в программу региональное бюро или глобальную программу по туберкулезу.
Вот. Но чтобы провести вот и решить, сколько вам нужно лабораторий, это должна быть миссия. Так и из Женевы позвонить сложно и сказать. Вот. Раньше действительно, Гульмира, вы правильно говорите, было там на столько-то тысяч, столько миллионов, столько-то лабораторий. Сейчас такого однозначного подхода нет, но есть ряд инструментов. Вот я не... Но многие коллеги, вот я знаю, Мака участвовал в разработке, как он называется, GDF2, не GDF2, а вот анализ, calculation. Вот tool, я знаю, в рамках проекта Finder он разрабатывался, Мака, я знаю, что принимала участие в разработке, она его хорошо знает в разработке. Вот он позволяет рассчитать на уровне страны или провинции, значит, мощности и расходные материалы каждому методу, рекомендованному ВОЗ, в зависимости от эпидемиологической ситуации и так далее. Вот. А как эти методы разместить в одной лаборатории или в трех? Так в каждой стране сложно сказать. Нужно провести дискуссию на уровне страны и решить это. Вот. И в плане европейском есть оптимизация и оптимизация, оценка, точно слова не припомню, но смысл в том, что оптимизация – это важное направление, важнейшее направление, оно должно проводиться с использованием всех тех механизмов, которые я упомянул. Да, то есть, что с наименьшими затратами проводить больше тестов, повышать качество, используя внешние оценки качества. Такого нельзя сделать за неделю или даже за год чаще всего. Но это процесс включает ряд шагов, начиная с оценочной миссии или нескольких миссий в рамках вот всех тех проектов. Потом расчет, использование вот этих калькуляторов или расчетных программ и так далее. Дискуссии на уровне страны с участием всех партнеров и поддержку супранациональной референс-лаборатории. Спасибо. Спасибо, Алексей. Sudeth, you raised your hand. Would you like to add something or you have a question? Sorry, colleagues, I don't know if you can still hear me in the auditorium. I'm terribly sorry. We have a comment from Sudeth. Right, but we cannot hear her. Can you hear me? Sudeth, can you speak up? Yes, can you hear me, colleagues? 1, 2, 3, can you hear me? Yes, please go ahead. Okay, thank you very much. Just a brief comment on the last interventions, and thank you, Gulmira, for the question. Indeed, very important and relevant question, which in fact relates to our Stop TB partnerships, Andre's comment as well. Diagnostic network optimization, as Alexei also outlined, is a very complex task. It does not only include the diagnostic tests, not only their workload, not only the epidemiological situation within the country, but also within the different regions of a country. We know very well that this is not necessarily equally or homogeneously distributed within a single country either. So it's a very complex task. It also includes the quality assurance of each of these laboratories that are existing at the different levels, doing different tests, as well as the sample transportation system. So it's really a very challenging, but also very rewarding assessment that is not done by just looking at one of these elements or few of these elements, but ideally on all of them. And as Alexei also mentioned, some of our partners have developed and are finalizing very promising tools, so that I think there is not much need to reinvent the wheel, but rather find ways to best collaborate together and use the existing tools and adapt them to the country's needs. Now, to which extent each country's need is different, yes, of course, things are very country individual specific. However, especially within our region, there are also a lot of common points. In the former Soviet Union countries, we have a very long history of TB laboratory networks. Some of it is still remained a bit, let's say, outdated.
So I think there is a lot what countries can learn from each other, and we can rely on also regional supports. This is also on the top of our agenda with the European Laboratory Initiative and its core group members in close collaboration with the partners, including the SRLs and countries. So just to let you know that we have it on our agenda, and we will be working on that. And indeed, we will also have assessment within the countries. But I think ideally, standardized tools that are being developed will be very helpful in this context. Thank you. Thank you, Sudev. Yeah, Sure. yeah. I have also comment on this, maybe just to add to broad range of the instruments available for the laboratory network assessments. There is a very promising tool which is developed by USAID, and it is under revision by Global Laboratory Initiative at the moment. It's TB DNA tool. And I think Gulmira, you can approach Sevim and discuss with him whether he can provide consultancy on this. Maybe some of his colleagues can assist you with this approach. And it's a very comprehensive tool and covering all aspects of laboratory network assessment. And it was validated in several countries around the world. So it's worth trying. Thank you. More questions? Большое спасибо. Разрешите поблагодарить вас за чудесные презентации, за интересное представление материала. Конечно, тема, затронутая сейчас, очень важна для всей пульмонологической службы, для работы фтизиатров, выделения микобактерий и, соответственно, тест лекарственной чувствительности – это основа всей науки, всей туберкулезной медицины. Но возник вопрос. Конечно, все страны, и мы, Азербайджан в том числе, следуем алгоритму ВОЗ диагностики и в диагностике, в обнаружении микобактерий туберкулеза и, соответственно, получения спектра лекарственной чувствительности. Но, как уже было сказано, на сегодняшний день у нас дублируются материалы. Мы имеем GeneXpert Ultra, мы имеем GeneXpert XDR картридж, который дает на многие препараты устойчивость. Затем по алгоритму мы обязательно делаем MAIN, потом у нас тест на генотипические анализы. Это, конечно, финансово все затратно, учитывая то, что не только у нас во всех странах проблемы с рабочими руками в микробиологических лабораториях. Будет ли новый алгоритм более финансово-функциональным и не человекозатратным, да, может быть, это я сама придумала такое слово. Будет ли такое, чтобы используя минимум, получить максимум информации, и чтобы это, конечно, поддерживалось Всемирной организацией здравоохранения. Это очень актуально на сегодняшний день для нашей страны, потому что у нас идет реорганизация лабораторной службы. Мы хотим в итоге получить лучшую лабораторию с методом секвенации. У нас амбициозные планы, поэтому какой-то такой актуальный вопрос. Спасибо. Спасибо вам большое за вопрос. Но я думаю, это, скорее всего, вопрос к коллегам из ВОЗа. Только не знаю, кто из них. Алексей будет отвечать. Спасибо. Да, это, в общем-то, вопрос, который Гунта задавала более или менее, но немножко в другом аспекте. Ответ такой же. То есть нету одного теста, да. Каждый тест имеет плюсы и минусы. Но в рамках имеющихся рекомендаций можно выбрать оптимальную схему. Например, вернуться к LPA и XDR
XDR cartridge. Не знаю, слышно это, да? Два метода действительно затратно поддерживать. Откажитесь от LPA, делайте все экспертом. Есть плюсы и минусы такого подхода. Например, нетуберкулезные микобактерии только сейчас можно выполнить методами LPA, в принципе. Нет никаких рекомендаций ВОЗ на тему нетуберкулезных микобактерий, но если проблема есть в стране, тогда вы должны тоже принимать это во внимание. Скажем, делать культуральное обследование двумя методами. Да, отказаться, к сожалению, нельзя от культурального исследования. Да, это любой молекулярный метод не 100%, не чувствительный 100%, не специфичный 100%. В каких-то случаях культуральное исследование необходимо. Это включает определение резистентности к новым препаратам, которым молекулярных методов нет в принципе. Как поступить? Два метода культуральных – это затратно, это сложно технически. Ну, откажитесь от одного метода. Скажем, в этом случае будет в соответствии с рекомендациями ВОЗ на жидких автоматизированных средах метод МДЖИТ. Это рекомендации ВОЗ в отношении твердых сред. Никакой рекомендации нет, кроме статей, написанных Канетти в 60-е годы. Да, это, ну, в каких-то случаях может быть контаминация выше в случае МДЖИТ. Так сказать, в каких-то случаях может показать что-то твердые среды, но если нету средств, тогда приходится выбирать. То же самое с микроскопией. В настоящее время нет рекомендаций микроскопию проводить всем впервые выявленных больным. Значит, тем не менее проводят, обосновывая тем, что показать базовый уровень микроскопии, то есть положительный или отрицательный. А также выявление нетуберкулезных микобактерий. Скажем, если будет отрицательный GeneXpert не выявит нетуберкулезные микобактерии. Если будет положительная микроскопия и отрицательный результат GeneXpert, тогда подозрение на нетуберкулезные микобактерии. Зависит от того, насколько эта проблема актуальна в стране. Скажем, если высокая распространенность туберкулеза очень большое время, там свыше, я не знаю, для Европы сколько это будет, очень большое, 200-300, может быть, на 100 тысяч. Но тогда нетуберкулезные микобактерии, может быть, они не так важны. Но каждый больной, который нетуберкулезная микобактерия и не поддается лечению, это проблема. Другой вопрос, если выявить нетуберкулезную, опять же, с другой стороны, если выявить нетуберкулезную инфекцию, какое лечение, модифицируется ли лечение или нет? Да, если, скажем, нету никаких рекомендаций, все равно ничего не происходит, тогда зачем выявлять ее, по сути? Да, но это не значит, что не надо делать, надо развивать лечение тоже, но это вопрос сложный, это вне даже лечение нетуберкулезных микобактериозов не в моей компетенции. Вот. То есть, но суть того, что проводить, скажем, всем впервые выявленным больным микроскопию может быть нецелесообразно, если ограничены средства. Да? Но использовать микроскопию для контроля, только для контроля лечения, потому что других методов просто нет. Вот эти все комплексный подход позволяет оптимизировать. Я понимаю, проще было бы использование одного метода, потом второго метода для резистентности, скажем, к флюороквинолонам, и все сказать. И это будет там 2 квадратика на странице, и все. Но в реальной жизни сложнее. Тем более технологии развиваются, каждая приносит что-то новое, имеет плюсы, важно их использовать, но тоже планировать свои возможности. Ну, ответ долгий, но и вопрос сложный. Спасибо. Спасибо, Алексей. Спасибо большое. И если, уважаемые коллеги, больше нет вопросов, то на этой вот позитивной, ободряющей ноте я предлагаю закончить сегодняшний день, второй день совещания, пожелать вам хорошо провести вечер, отдохнуть, потому что завтра
с новыми силами в бой. Завтра будет лечение. Оскар, пожалуйста. Уважаемые коллеги, прошу прощения, что я стою или боком, или спиной к вам, но просто хотел сказать в отношении вот работы в breakout session, да, по заполнению нашего инструмента для сравнения национального стратегического плана с новым региональным планом по теме диагностика туберкулеза. По 6 странам мы сделали уже домашнюю работу, то есть предварительно перед этим совещанием по всем темам это было заполнено. И поэтому мы выражаем еще раз огромную благодарность. Но мы также просим вас, как бы, если не затруднит, пожалуйста, уделить этому время сегодня, завтра также во время сессии по лечению продолжить заполнение этой части по диагностике. Вот, я знаю, что Беларусь уже сделала, Грузия тоже, и как бы тем самым мы эту тему также покроем. Спасибо.